Всем доброго дня. Совсем недавно на канале стали появляться вопросы, связанные с такими понятиями, как санчжэн, как санчин. И, собственно, сами вопросы эти для меня, конечно, странные, но, наверное, они вполне в тему, в том смысле, что действительно эти практики, такие как санчжэн, санчин, могут вызывать какие-то вопросы, особенно в наше время, когда все не так, может быть, понятно с точки зрения боевой какой-то. Это действительно серьезная проблема, потому что мы уже с вами говорили, что ряд клубов, таких претендующих на звание боевых клубов, которые предлагают боевые искусства, да, эти клубы, тем не менее, далеко достаточно отстоят от боевых практик, от боевых реалий, и различные практики, которые помогают нам в нашем пути, нам идти по пути боевых искусств, эти практики сильно искажаются, конечно, в таких клубах. Но это не означает, что сами по себе практики плоховаты. Как в известном фильме, который так достаточно комедийно изображал то, что происходило в 90-х годах. Помните, там такая фраза есть: «Не мы такие, жизнь такая». Да? Вот, братцы, зачастую в боевых искусствах как раз не жизнь такая, а мы такие. Да? Когда мы что-то неверно понимаем, неправильно как-то осваиваем, неверно действуем и так далее. При том, что в боевых искусствах, вообще-то говоря, нет ничего такого мутного, размытого, туманного и так далее. В принципе, все абсолютно четко, понятно, все разложено по полкам за много веков до нашего с вами существования. И, тем не менее, проблемы различные возникают. Давайте, чтобы не быть голословным, я сразу прям запущу сейчас какие-то фрагменты. Мы сегодня посмотрим достаточно много различных фрагментов, связанных с санчжэн и санчин. Да? И у нас будет возможность это все обсудить гораздо более подробно, несколько позже. Да? Сейчас мы просто пока будем наблюдать эти фрагменты для того, чтобы нам было о чем впоследствии беседовать. А я в это время буквально несколько каких-то слов скажу. Михаил Губенко пишет: «День добрый, Иван, доброго дня, очень рад вас видеть на канале. Честно сказать, не ожидал, что вообще кто-то придет, просто по той причине, что был не объявлен этот стрим, он такой достаточно стихийный, и это связано с тем, что в последнее время проблемы у YouTube были со стримами, да, стримы ломались, не только у меня, а у многих блогеров, и поэтому как бы у нас не получалось общаться, и вот сейчас возникла такая брешь небольшая в деятельности YouTube, когда, я надеюсь, нам удастся все-таки нормально пообщаться, да? Пока нас не поломают, по крайней мере. Окей. Так, и смотрите, давайте, пока вы просматриваете вот эти вот фрагменты, мы немного поговорим вообще о предмете нашей беседы, да? Во-первых, как всегда, начинаем издалека, сначала о погоде, да? Значит, санчжэн переводится как три войны, три сражения, что ли, вот таким вот образом, да? Очень криво, очень косо. Если для китайского языка это совершенно нормально, вместо того, чтобы назвать там три направления сражения, например, да, как, собственно, и следовало бы, по идее, переводить эти термины, такие как санчин или санчжэн, вот, китайцы очень часто сокращают такие вещи, у них получается три войны, и всем все понятно. Но вот для европейского пользователя это вообще непонятно, что за три войны или там три сражения, это все неясно. Иногда у нас гораздо более поэтично, но дальше от текста переводят, называют это три обороны. Ну, это уже ближе все-таки к существу дела. На самом деле речь идет просто о трех направлениях. Да? Обо всех направлениях, кроме того, что у нас находится за спиной. Это связано просто с тем, что, как правило, такая практика, как санчжэн или санчин, выполняется без оборачивания к тому, что у нас находится за спиной. И это всего лишь вот только поэтому так называется. Да? В принципе, понятно, что в боевой ситуации, если вы будете пользоваться такими практиками или близкими практиками, которые у нас содержатся в ката санчин, которые содержатся в тао санчжэн, в разных боевых направлениях, об этом мы еще позже поговорим, и так далее. Вот в реальной боевой ситуации понятно, что нужно всего лишь немножечко буквально поменять угол
своего шага, да, на 45 градусов буквально его сместить, для того, чтобы отмониторить то, что у вас находилось до этого за спиной. То есть здесь проблемы вообще никакой нет. И когда говорят о Санджен как о трех направлениях действий, да, понятно, что это не означает, что четвертое полностью утрачено. Да? Надеюсь, это понятно. Просто речь идет о том, что, как правило, эта практика связана с тем, что вы мониторите три направления. Четвертое условно мониторится вами, если вы чуть-чуть сместитесь буквально в своем шаге. То есть здесь проблем никакой нет. И, собственно, я уже сказал, уже упомянул о том, что существует большое количество боевых направлений, прикладных боевых направлений, которые пользуются этой практикой и пользуются самыми разными способами, совершенно по-разному. Да? Одну секундочку. Хентай Корунек пишет: добрый день и вам доброго дня. Сергей пишет: странный вопрос, почему эти танцы с утерянным смыслом, 10-я копия настоящих боевых искусств, должны работать, если они никогда не работали. Сергей, я очень сожалею, что у вас они не работают, но давайте не будем вот эту вот грустную ситуацию проецировать на всех бойцов, хорошо? И как раз вот мы сегодня и поговорим о том, как это не работает или как это работает, и что именно вообще должно работать в этой практике, хорошо? А вы пока можете набраться терпения, и, может быть, вам это что-то даст. Если нет, то ничего страшного, все имеют собственный опыт, у кого-то вообще ничего не работает. Так что вам, Сергей, возможно, даже повезло, что у вас хоть что-то работает, да? Окей. Так вот, значит... Я остановился на том, что эта практика является такой достаточно существенной для множества боевых направлений. Среди них мы можем, естественно, назвать окинавские направления, самые разные. Да? Кстати, и современное карате даже, и посткарате, да, в том числе многие направления поддерживают такую практику, как санчин. Ну, это на окинавский манер, да, санчин называется, на китайский манер это называется саньчжэн. У нас очень часто это транслитерируют как саньчжань или саньчжан. Ребята, это не совсем правильно, сейчас не буду объяснять почему, но эта вот транслитерация пиныньская, она читается вообще очень часто не так, как вам этого хотелось бы, да? Поэтому вообще правильно саньчжэн. И, значит, мы эту практику наблюдаем в Винчунь. Для винчунистов сейчас это не должно вызывать у вас удивления, потому что, еще раз напомню, Винчунь не ограничивается только ипмановским направлением, в нем достаточно много различных течений, в том числе, например, такое более раннее направление Винчунь, как Гулао, из которого, собственно, ипмановское потом выросло, да. И в Гулао, если помните, вообще одно из названий Гулао Винчунь – это Пьянсань. Так вот, Пьянсань, вообще-то говоря, это как раз боковое направление того самого саньчжэна, о котором мы сегодня говорим. Если мы будем говорить просто о шаге, или, как говорят, о стойке, то вот если вы будете смотреть не буквально фронтально, находясь в саньчжэн, а будете смотреть в левую сторону или в правую сторону, и действовать, соответственно, в левую сторону или в правую сторону, вы получите то, что называется в Гулао Пьянсань. Ну, боковой шаг, давайте так это назовем просто. Боковое направление такое. Вот. И об этом мы тоже несколько позже обязательно поговорим. Я вам покажу фрагмент с этим связанный и так далее. Значит, продолжая эту тему, собственно, мы наблюдаем, значит, обращение к саньчжэн в хэчуань в самых разных направлениях. Вот пая хэчуань мы с вами уже смотрели и делали акценты на том, что в пая хэ эта практика существенно является. Сегодня мы посмотрим, например, ши хэчуань или пи хэчуань. Это так называемый кормящийся или подрагивающий такой, я не знаю, как по-другому перевести, подряхивающий такой журавль, да. Это тоже параллельные такие боевые направления, параллельные пай-хэ, например. Все это называется хэчуань, да. Вот. Дальше в хуцзуньчуань, вот мы уже с вами чуть-чуть касались, по крайней мере в комментариях к стриму и к видео, которое посвящено было кулаку тигра, помните, посвященное хуцзуньчуань. Мы там немножечко касались хуцзуньчуань, и как раз вот для этого боевого направления, совсем не, так сказать, не имеющего непосредственного отношения к группе кулака журавля, да, значит, для этого направления все равно характерна вот эта практика. Та же самая, собственно, саньчжэн. Да.
То же самое, эту же практику мы наблюдаем в Цзушуань, мы сегодня тоже посмотрим Башань, сегодня посмотрим тоже, ну и так далее. В общем, на самом деле здесь перечислять можно довольно много, и в принципе восточные и юго-восточные направления боевых искусств китайских очень многие обращаются к этой практике. И вот как раз, если мы ее наблюдаем во множестве боевых искусств, во множестве совершенно разных и, ну, по большей части, как бы условно независящих друг от друга боевых направлений, то, конечно, возникает мысль о том, что эта практика, во-первых, она шире, в определенном смысле шире, чем отдельное какое-то боевое направление, поскольку она используется в разных, так сказать, боевых направлениях. И, во-вторых, что она является очень существенной, поскольку большое количество боевых искусств поддерживает эту практику. Да? То есть в этом смысле мы можем говорить о практике саньчжэн как о некоем важном инструменте. И вот, например, если уж продолжать аналогию, если мы говорим, например, об инструментах, ну, представьте себе там отвертку какую-нибудь, не знаю, крестовую, да, она используется и в космических отраслях, и в сельском хозяйстве, согласитесь, да, какими-то мастерами, да. И в этом смысле мы будем говорить об этом инструменте как о чем-то, что обеспечивает жизнеспособность многих отраслей, там, народного хозяйства, не знаю, да. То же самое с саньчжэн. Это просто некий инструмент, который используется, может быть, для разных, может быть, для одних и тех же целей. Об этом мы как раз позже немножечко с вами поговорим, я сделаю на этом отдельный акцент. Да? Окей. Но главный вопрос, который, так сказать, мы здесь поднимаем, это, ну, понятно, рабочесть, нерабочесть этой практики, да, и в чем ее рабочесть или нерабочесть. Но мы видим, что она является важной и основополагающей для многих боевых искусств. Вот это вот на этой мысли я прошу вас пока зафиксироваться, чтобы не терять времени просто на выяснение того, там, что она вот просто не рабочая. Да? Вот сразу отметаем эту мысль, что она не рабочая. Да? Вот, и фиксируемся на том, что она нужна, что она важна для многих боевых искусств, и просто выясняем сейчас, зачем она нужна и как именно она работает, и в каких случаях, собственно, если такие случаи наблюдаются. Да? Вот. И, наверное, надо еще обратиться к одному моменту, потому что среди вопросов, связанных с этой практикой, возникли почему-то вопросы, связанные с ощущениями. Вот, братцы, я вообще не фанат ощущений. Значит, в принципе, я не понимаю, какое место ощущения или там впечатления занимают в практике боевых искусств. Для тех, кто ищет ощущения, ребят, для них открыт целый мир других совершенно возможностей, таких как секс, наркотики, алкоголь, я не знаю, и так далее, и так далее. В общем, все, что уничтожает ваше здоровье, вашу психику. Да? Вот ощущения – это там. А боевые искусства – это далеко от ощущений, и когда, вот, знаете, иногда в некоторых видео, например, на YouTube, когда там рассказывают про какие-то волшебные ощущения на тех или иных практиках, что надо сосредоточиться на каких-то ощущениях там волшебных. Ну, ребят, здорово, что кто-то ищет ощущений, а не прикладного код значения. Здорово, но просто это не называется боевыми искусствами тогда, да? Поэтому сразу тоже откидываем вот эти вот все разрушительные для организма и психики утверждения о том, что важное здесь ощущения какие-то, важной составляющей являются, и двигаемся сразу дальше. И вот поскольку дело там не в ощущениях, и понимание этих практик или применение этих практик с ними не связано, да, с этими ощущениями, вот, то понятно, что мы говорим о том, что является буквально плодотворным и прикладным. Да? Только на этом мы сосредоточимся. Вот, и сразу, так, давайте я посмотрю, ага, здесь снова у нас пошел тот же видеоряд, а давайте я сейчас поставлю, секундочку, сейчас поставлю еще один видеоряд, давайте вот этот вот посмотрим, специально для вас отснял отдельные какие-то моменты, которые мы несколько позже обязательно с вами еще будем разбирать. А я пока прочту еще ваши комментарии. Вася Васин пишет: «Мисан Охайо, Охайо гадзаймас». И вам доброго дня. Вася Васин пишет: а у вас была мысль рассказать о различных видах винчунь? Мне, как человеку, знающему только об ипмановском и вьетнамском винчуне, было бы очень интересно узнать о других видах. А у нас выходило видео о разных других направлениях винчунь. Там рассматривалось достаточно много и по-своему подробно это все. Давайте я попытаюсь найти это видео. К сожалению, оно в полнометражном
формате выложено на сторонних ресурсах, и это связано с нынешними требованиями YouTube. Вот. Но перейдя на эти ресурсы, вы сможете его посмотреть. Давайте я после этого стрима найду это видео и ссылочку вам брошу. Хорошо? Здесь вот где-то в описании к этому стриму. Вот. И если вы захотите, вы сможете это посмотреть. Так, меня всегда интересовало, почему эта ката в окинавском исполнении выглядит куда более напряженно, нежели китайские, и выполняется значительным мышечным напряжением. Вот. Очень хорошо вы задаете вопрос, обязательно. Вот сейчас будем об этом говорить. Сергей пишет, разве неестественные для человека движения могут быть полезными или практичными? Ну, Сергей, я могу вам задать совершенно аналогичный вопрос. Вот естественно ли для человека, например, 24 часа в сутки занимать там сидячее положение? Неестественно, я думаю, да, ну, для организма, по крайней мере. И это хорошо видно, значит, на примере того, что при сидячем образе жизни человек заболевает, реально утрачивает ряд функций, заболевает, организм начинает работать плохо там, и так далее. Да? Вот естественно, это неестественно, но человек все равно это делает и считает это чрезвычайно удобным. Так что, Сергей, не совсем в этом надо искать подвох, я так думаю. Так, Сергей, а почему вы решили, что эти движения неестественны? Ну вот вам хороший вопрос задает. Окей. Значит, давайте дальше немножечко двинемся. Еще буквально несколько слов. Вот Васин пишет. Сергей Кривенко, эти движения неестественные лишь на первый взгляд и для незнающего человека. Да, совершенно верно. Так же, как совершенно неестественно для человека хотя бы сложить кулак. Да? Помните, у Аямы на закате его жизни, да, возникал вопрос вообще, правильно ли он складывает кулак. Помните такую историю? Ну вот для человека, очевидно, это не очень естественно, и даже этому приходится учиться. Так что, Сергей, ну не там мы ищем подвоха, я думаю. Окей. Так, сейчас одну секундочку. Значит, да. Окей. Значит, теперь о самом саньчжэне или санчин. Значит, часто таким образом называют шаг. Ну, то, что называют очень часто еще стойкой. Да? Если, кстати, вы обратите внимание, даже в саньчжэн, даже вот в тао саньчжэн или в ката санчин, мы видим, что люди там не стоят. Ну, то есть какое-то время они находятся в неком статичном, казалось бы, положении. Но на самом деле они там перемещаются. Поэтому вот даже с этой точки зрения это стойкой не называют никогда. Это неправильная совершенно интерпретация того, что происходит там в боевых искусствах. Ну, окей. На нашем канале принято называть шаг. Вообще-то, потому что это динамика, а не статичное какое-то положение. Так вот, саньчжэн часто называют как раз шагом. И наоборот, чаще всего обращаясь к практикам саньчжэн, а это практики, да, подразумевает, что они выполняются в определенном шаге, четко нами представляемом. Да. Это все не совсем верно. И мы в этом убедимся, просматривая вот эти вот фрагменты, которые вот сейчас проходят перед вашими глазами, и к которым мы обратимся снова для того, чтобы детально их обсудить. Да? И вот как раз сейчас, в принципе, можем перейти к теме напряжения в саньчжэн. Смотрите, не знаю, стоит ли сейчас, давайте я выключу тогда вот этот вот видеоряд, который сейчас мы наблюдаем, мы еще к нему вернемся. Начнем вот с того, что сейчас мы наблюдали недавно, да, и давайте посмотрим. Вот как раз на этих фрагментах хорошо видно, что саньчжэн может выполняться и достаточно раскованно, и очень скованно и напряженно. Он может выполняться медленно, может выполняться быстро. И вот как раз наша задача с вами, да, сейчас обсудить, для чего выполняется так или иначе вот этот вот саньчжэн, да, это практика. Ну, в данном случае мы наблюдаем тао как практику такую, да, но саньчжэн несколько шире, чем просто шаг, или там, как говорят, стойка, чем просто тао какое-то, например, и так далее. Да, это в принципе практика, которая входит, например, в тао и целиком практически его занимает. Кстати, обратите внимание сейчас вот на шаг, который использован, да, вот этим вот бойцом, обратите внимание, да, не очень напоминает вот санчин или саньчжэн, да, согласитесь. Тем не менее, это практика саньчжэн, да. Вот это важный момент. Это то, о чем я сказал несколько раньше, что когда мы говорим о саньчжэн как о практике, то эта практика, конечно, несколько шире, чем просто шаг или просто стойка, да. Это важный момент. И, кстати, практику саньчжэн обязательно и правильно абсолютно всегда связывают с практикой дыхательной. В этом мы тоже несколько позже убедимся, это еще обсудим.
Вот. И практика дыхания в данном случае это не практика волшебных пасов руками, волшебного нитевидного пульса и какого-то опять не менее мистического вдыхания и выдыхания. Вообще вот не об этом речь. Здесь чисто прикладные важные аспекты. Вот. И мы их сейчас будем обсуждать. И вот как раз в принципе, да, и кстати, да, я вот еще о чем забыл упомянуть, это то, что важной составляющей еще этой практики нередко является подрагивающее усилие, которое в некоторых боевых искусствах присутствует в большей мере, в некоторых боевых искусствах в меньшей мере, а в некоторых отсутствует вовсе. Но первоначально, да, действительно, эта практика была непосредственно увязана с подрагивающим усилием, так называемым, которое, кстати, мы здесь вот периодически видим на тех фрагментах, которые наблюдаем. Да? Сейчас посмотрим, какой следующий момент. Будет ли здесь... Вот здесь вот несколько больше, казалось бы, напряжения, да, обращаем внимание. И, кстати, медленное достаточно исполнение саджен. Вот об этом давайте мы сейчас с вами будем говорить. Значит, вообще таким видимым напряжением, видимое напряжение такое, оно характерно для первого начального этапа, связанного с этой практикой санджен. Почему это связано? Ну, ребят, очень просто. Самый первый момент, с которым вы сталкиваетесь в боевом клубе, в любом боевом клубе практически, это ваша кондиция. Подходит ваша кондиция для этих практик или не подходит? Да, вот это главный момент. И очень часто, наверное, в большинстве случаев, даже если вы идеально подготовлены, у вас какое-то там телосложение, не знаю, гераклическое и так далее, это не значит, что это телосложение прям реально подходит для той или иной боевой практики, для того или иного боевого направления. Да? И вам приходится реально менять свое тело, постепенно, конечно, это делается, но ваше тело сильно меняется в процессе, в процессе вашего движения по пути боевых искусств. Вот. И как раз нередко в боевые клубы, все-таки как сейчас, так и раньше, там, в школы боевые, да, приходили люди вообще кондиционно ни к чему не пригодные. Ну реально, вот просто как тряпочки, да, вот тряпичный клуб какой-то. Вот. И, как известно, вы помните вот эту вот пословицу, такую поговорку, да, «Те опирается на лий». Вот первое, что выстраивается в таком случае в теле бойца, это его физическая кондиция, причем чаще всего сначала именно мышечная кондиция. Еще раз, вы помните мое отношение к мышечной массе, да? Я отрицательно отношусь к тому, чтобы этим заниматься специально или значит, наращивание мышечной массы вообще замещать время тренировки. Это смешно. Но это не означает, что вообще мышцы не нужны. Если бы так было, ребят, мы бы рождались без мышц. Мышцы нужны, они просто выполняют свой достаточно ограниченный функционал. Впоследствии, когда вы идете дальше по пути боевых искусств, чаще всего вы все-таки обращаетесь к сухожилиям, да, вы укрепляете свои суставы, вы занимаетесь нейгун, причем прикладным нейгун, а не волшебным, да, ну и так далее. Вот этим вы занимаетесь еще как дополнительными такими практиками. Роль мышц в этом смысле отходит на задний план, потому что буквально... Ну, какой-то ряд там первых двух десятков спаррингов вам показывает, что мышцы вам не сильно-то помогают. Да? Только при прочих равных, если там начинающий с начинающим сражается, и один из них имеет большую мышечную массу, это может ему сильно помочь. Но это опять при прочих равных. Когда не совсем равные условия, когда мышцеватый господин сражается с не очень мышцеватым, а таким достаточно сухим, но более продвинутым бойцом, тут уже мышцы, конечно, не очень-то и помогают. Да? Но, тем не менее, ребята, возвращаясь к теме, значит, я действительно говорю о том, что первоначально, когда мы говорим о напряженной какой-то работе, вот сейчас вот мы, кстати, наблюдаем достаточно напряженную работу, здесь мы наблюдаем Годзюрю, да, и практику Сантин. Так вот, первое, чаще всего, для чего служит вот эта вот практика Сантин или Санджен? Для того, чтобы выстроить базис, первый буквально базис, на котором потом будет строиться все строение. Да? И это начинается, ребят, как ни странно, действительно с мышц. Если помните, вот существует, например, в культуризме, я не знаю, как это назвать там лучше, значит, существуют такие практики, когда вы, значит, одной рукой, например, одну руку сгибаете, другую разгибаете. У вас одновременно работают бицепс
одной руки и трицепс там другой руки, да, вот такой вот как бы взаимное сопротивление этих двух мышц, да, наращивает вашу мышечную массу. Но на самом деле вы можете делать примерно то же самое при помощи одной своей руки или одной своей ноги. Да. Для этого достаточно просто очень напряженно и не быстро, вот как мы сейчас видим, медленно достаточно, да, выполнять какие-то движения руками. Ну, например, вот такие простые, как, скажем, тычки кулаками там, да, или просто ударом это не назвать сейчас, да, это тычок. Вот. И в этом смысле у вас тоже одни мышцы сгибают руку, другие разгибают ее, взаимное сопротивление выстраивает определенную мышечную массу. Мышцы, как известно, если вы обратитесь к физиологии человеческого тела, мышцы сразу формируют и сухожилия нужным образом постепенно, да, значит, и наращивают костную массу в том числе там, и так далее. И вот происходит вот как раз строительство такое базиса какого-то. Да? Это вот первый, самый простой, самый такой, ну, я бы сказал, нулевой просто уровень того, что дает Саньчжэн. Да? И я знаю очень хорошо, что многие клубы на этом и останавливаются. И фактически эта практика действительно у них становится нерабочей, именно потому что они останавливаются, ну, фактически на культуризме некоем, который действительно можно легко получить благодаря практике Саньчжэн. Но, ребят, еще раз, для боевого искусства существенным аспектом является совсем не культуризм. Для этого, для того, чтобы добиваться каких-то высот в культуризме, надо заниматься совсем другими вещами, согласитесь, да? То есть, еще раз, это просто первый такой нулевой даже не первый, нулевой уровень, да? Строительство тела там новичка. Сейчас, одну секундочку, прочту еще комментарии. Секунду. Так. Вообще очень много мистификаций и легенд вокруг этой практики, на целую книжку хватит. Да, совершенно верно, мистификаций очень много. Ну вот поэтому мы сейчас с вами об этом разговариваем. Для того, чтобы у нас четко совершенно сложилось правильное впечатление о том, зачем это нужно, как это работает, что именно работает ну и так далее. И какие существуют противопоказания в том числе. Да? Так, ну, возможно, у этого бойца своя интерпретация Саньчжэн, возможно, в его стиле боевых искусств такой комплекс. Да, совершенно верно. И мы поговорим об этой разнице в разных боевых направлениях и чем обусловлено такое или другое исполнение Саньчжэн. Сейчас об этом поговорим. Так. А вообще такая практика очень полезна, так как учит правильно дышать во время боя. Да, совершенно верно. Это еще один уровень. Вот вы уже меня опережаете, Вася Васин. Совершенно верно. Следующий уровень, когда у вас... Не совсем я правильно говорю. Значит, вот нулевой уровень, это когда там выстраивается просто базис некий мышечный какой-то, да. Потом в процессе постоянной практики Саньчжэн у вас мышцы постепенно отказывают. Реально. Ребят, это так же, как вот если вы возьмете гирю, начнете ею работать, да, в какой-то момент вы уже не справляетесь с подниманием этой гири, да. И для того, чтобы это делать, вам приходится включать далеко уже не мышцы. Мышцы уже отвяли, они уже ничего не могут, да. Начинается работа сухожилий. Сначала это сложно, потом вам легче, сухожилия становятся более эластичными, более мощными, да, и так далее. Вот то же самое происходит в этой практике. Это уже вот первый уровень, да, когда сухожилия у нас начинают работать, и суставы достаточно хорошо укрепляются, да. Это вот первый уровень. А второй уровень уже, это вот то, о чем сейчас написал Вася Васин. Да, действительно, когда вы начинаете еще включать работу диафрагмы, вернее, с самого начала, конечно, вас учат еще и дышать правильно в Саньчжэн, но только вы сначала чаще всего начинающим не объясняют зачем. Вот еще раз, именно поэтому некоторые боевые клубы так и остаются на каком-то нулевом уровне и не знают, зачем, собственно, они еще там и дышат-то волшебно. И у них именно волшебно получается, а не практично, да. Так вот, да, действительно, Саньчжэн еще учат правильно использовать диафрагму. А вот для чего, мы еще несколько позже тоже с вами поговорим обязательно. Сначала давайте прочту комментарии. Так, секундочку. Сергей опять выступает со своим критическим мнением. Саньчжэн плохая копия, Санчин ужасная. Плохая копия чего? И ужасная чего? Мне вас не понять, конечно, как обычно, Сергей. Вы, возможно, имеете в виду совсем не то, что пишете. Это часто бывало, да, уже? Ну, окей. Михаил пишет, Сергей, плохая копия чего? Вот как раз вам задают вопрос. Так, Хентай пишет, Сергей, наоборот, Санчин – это адаптированные континентальные практики.
адаптированные, наверное, не континентальные уже, а островные практики, да, то, что это с Окинавой связано, ну окей. Вася Васин пишет, причем как раз у санчин имеют ошибки по сравнению с саньчжэн. Перенапряжения в санчин могут плохо сказаться на организме в дальнейшем, поэтому многие каратисты со временем начинают заниматься йогой, чтобы расслабить свое тело. Вася Васин, вы правы во многом, но я бы здесь все-таки избежал опять вот этой категоричности, свойственной выступлениям Сергея. Ребят, все не совсем так. Смотрите, в жизни все, что не используется, отмирает, отбрасывается, забывается. Реально остаются только практичные вещи. И не надо думать о том, что окинавский санчин или там посткаратийский санчин это очень какая-то плохая, загубленная, искаженная версия волшебного китайского саньчжэн. Ребят, даже волшебный китайский саньчжэн, он вообще разный. И это мы с вами наблюдаем сейчас на тех фрагментах, которые вот сейчас проходят перед нашими глазами, а потом пойдут фрагменты, я потом поставлю то, что я для вас снял, там, с моим участием, да, и еще более подробно расскажу, зачем то или иное используется, да, в саньчжэн. Так вот, нет, ребят, никаких искажений. Считать, что кто-то тащит за собой ненужный груз каких-то забытых проблем, ну, ребят, это неправильно. Если, я не знаю даже, какие привести примеры в жизни, но в любом случае, ребят, практика санчин окинавская, она ничем не хуже китайской саньчжэн. Она служит несколько другим целям и прекрасно служит этим целям как раз. Вот каким, мы сейчас еще будем об этом говорить. Вот. Не надо думать, что что-то где-то как кто-то исказился, а мы вот, знаете, вот все дураки, а мы здесь самые умные, мы пришли и всем указали правильный путь. Все не так, ребят. Не надо быть слишком категоричным. Окей. Так, секундочку. Хентай пишет, это называется изометрические упражнения. Вот, спасибо огромное. Да, вот я забыл название, да, вот этой вот практики, когда одна мышца работает в одном направлении, а другая в противоположном. Изометрия, да, изометрические упражнения. Спасибо. Михаил пишет, коллеги, не наоборот. Прочитайте внимательно реплику Сергея. Саньчжэн плохая копия, санчин ужасная. Исходник не был назван. Да, совершенно верно. Вот меня тоже это интересует, что Сергей имел в виду. Сергей пишет, зажатые мышцы это плохо как для дыхательных, так и для энергетических боевых практик. Сергей, с этим трудно поспорить. Вот сейчас вы пишете совершенно правильно. Только непонятно, почему из этого высказывания вы делаете вывод о том, что саньчжэн и санчин ну, какие-то, как-то они плохи для боевых искусств и для здоровья. Все плохо, ребят, что плохо выполняется. Просто-напросто. Если вы забиваете гвоздь в стену, а попадаете не по гвоздю, а по собственной руке, ребят, виноват не молоток и не гвоздь, виноваты вы сами, правда? Поэтому навредить себе, ну, в принципе, так сказать, ума много не надо. Но это не значит, что практика саньчжэн плохая. Так, Сергей, насколько плохо для энергетических практик? Камехамехой не получится выстрелить. Ой, слушайте, я не могу это прочесть, но окей. Так, ну скажем так, обучение должно быть комплексным, не ограничиваться одним лишь саньчжэн. Да, вот это правильно вы сказали, Вася Васин, вот прям поддерживаю, совершенно верно. Ребят, не существует боевого искусства, которое бы называлось буквально саньчжэн, или которое бы называлось буквально санчин. Или, давайте так, нет боевого искусства, которое бы называлось буквально нэйгун, скажем. Понятно, что это просто аспекты многих боевых искусств, обязательные к изучению. Вот и все. То есть это некие инструменты. Это так же, как в приведенном выше примере. Крестовая отвертка – это очень важный инструмент, реально очень важный. Но это не значит, что крестовой отверткой можно выполнить вообще все операции в этом мире, правда? Никто не говорит, что саньчжэн – универсальная практика. Это практика, которая служит определенным целям, о которых мы сейчас вот с вами будем говорить. Так вот, давайте мы сейчас... Ну или давайте так, вот снова мы наблюдаем, значит, давайте посмотрим. Здесь вот, кстати, мы видим, да, что уже не так много напряжения, да, обращаем внимание. Видим, что достаточно раскованно у нас боец работает, с небольшой концентрацией в конце. Кстати, некоторые наши любители саньчжэн вот это назвали бы неправильным саньчжэн. Согласитесь, да?
Это не значит, что здесь что-то неправильно. Здесь все идеально. Идеально для боевого направления, которое мы здесь наблюдаем. Да? Это вопрос целей, поставленных конкретно перед вот этим боевым направлением или перед этим конкретным бойцом. Кстати, обращайте внимание, да, на его шаги. Большое количество совершенно разных шагов, не связанных буквально с тем, что называют вот этой вот стойкой санчин. Да? Опять очень важный момент. Так вот, братцы, возвращаясь к теме, вот мы уже с вами проговорили про несколько этапов, которым служит эта практика санджен. И это далеко не все этапы, мы еще дальше обязательно будем продолжать эту тему. Но сейчас вот наблюдая, например, Годюрю, наблюдая санчин ката, значит, мы можем поговорить как раз об этой изометрии, о которой вот мы говорили недавно, об этом напряжении, которое мы сейчас наблюдаем и так далее. Кстати, еще отдельные моменты, да, обратите внимание опять на шаги. Вы видите, да, что вот в данном случае, значит, мы видим очень высокий шаг, который на санчин практически не похож. Да? В то время как, например, в санджен в некоторых боевых направлениях Китая, там, например, если мы берем Хэчуань, там бывает очень низкий санджен. Вы потом увидите это и в моем исполнении в том числе. Да? Ребят, вот в чем разница? Если мы сейчас будем говорить, что кто-то прав, а кто-то все исказил, ребят, мы окажемся неправы. Это, ребят, неправда, что кто-то что-то искажает. Все работает в санджен. Это просто вопрос практики. Смотрите, значит, когда мы говорим о конкретных базовых для того или иного боевого искусства аспектах, то именно благодаря вот этим целям мы формируем свой санджен, который формирует нас. Там вот такая история. Сейчас, одну секунду. Хотя сейчас есть боевой цигун, ну, условно, типа боевой. Да, совершенно верно. Ну, ребят, новодельных вот этих вот практик волшебных сейчас достаточно много. Кто как не пытается, значит, лапшу на уши вешать. Ну, окей, слушайте, в конце концов, ведь выбор-то за нами, правда? Вы можете пойти заниматься боевыми искусствами, а можете пойти заниматься вот такими лапшичными псевдобоевыми практиками. Как говорится, кому что нравится. Вот. Но в целом, да, действительно, таких новоделов и выдумок достаточно много на сегодняшний день. Хентай пишет, просто когда кто-то начинает говорить об энергетических практиках, сразу вспоминаются все эти анимешные техники, когда боец разносит целую гору с густком ки. Просто именно так большинство эти практики и воспринимают. И ждут подобного результата. Да, совершенно верно. Давайте еще вспомним там про волшебные корейские, китайские фильмы, когда бегают по листьям деревьев или там по верхушкам деревьев и так далее. Да? Давайте еще вот так вот. Ребят, даже если бы это было возможно, это называется паркуром, а не боевыми искусствами. Даже если бы это было возможно. Поэтому давайте забудем о волшебстве всяком, а будем говорить просто о практиках прикладных. Да? Так, и Вася Васин пишет, надо понимать, что энергетические практики – это упражнения, которые могут быть полезны для бойца. Совершенно верно. И есть такие практики, которые буквально развивают наши скоростные и силовые навыки. Вот это, ребят, еще один этап, который помогает нам формировать именно практика санджен. Да, действительно, несмотря на то, что порой мы видим исполнение этой практики довольно медленное. Вот сейчас вот вы даже наблюдаете, видите, достаточно быстрые действия, значит, бойца, который сейчас нам демонстрирует как раз, значит, все тот же санджен он демонстрирует. На секундочку, вот это практика санджен, прикладная причем практика, то, что мы сейчас наблюдаем. И мы видим, как достаточно быстро этот боец действует, да? Ну, опять я напомню о том, что санджен, практика санджен, например, часто очень связана с так называемым подрагивающим усилием. Само по себе подрагивающее усилие опирается именно на практику санджен. По крайней мере, для того, чтобы его освоить, я бы рекомендовал как раз в этой практике сначала поусердствовать. Да? Опять почему? Ребят, ну давайте сейчас немножко отвлечемся тогда на подрагивающие усилия. Вообще принципиально подрагивающие усилия – это метод, который позволяет преодолеть барьеры, построенные обычной физиологией человека. Да? Мы все стремимся выйти за какие-то рамки.
И когда мы говорим о том, что мы можем очень быстрыми быть или очень сильными благодаря, например, мышцам, благодаря там, укреплению костей, там, еще чему-то там, и так далее, да, то все равно в любом случае понятно, что все эти параметры имеют существенные ограничения, и никто из нас, даже самый большой волшебник из нас, не сможет выйти за эти параметры, за эти ограничения. И если даже мы чуть-чуть быстрее, чем кто-то еще, или чуть-чуть сильнее, чем кто-то еще, то вот эта вот разница в чуть-чуть при прочих равных, да, эта разница совершенно несущественная. И она не сказывается на наших боевых навыках. И вот для того, чтобы выйти за эти рамки, за эти пределы, да, значит, ну, современная наука обращается к законам физики. И, собственно, физика занимается, хоть она и описательная наука, но она занимается именно тем, что она описывает такие законы природы, которые позволяют нам выйти за те ограничения, которые мы сами для себя выстроили. Да. Вот. Так вот, практика Саньчжэн, или ну, вот та, о которой мы сейчас вот говорим, вкупе с Нэйгун, который характерен для этой практики Саньчжэн, позволяет нам выйти за пределы чисто мышечной работы. Вот почему, например, подрагивающие усилия называют не мышечным усилием, ДИН, да, это один из видов просто немышечного усилия. И, кстати, само подрагивающее усилие тоже имеет очень много вариаций, так сказать. Ну, я не знаю, как это лучше сейчас произнести. Так вот, давайте-ка я сейчас поставлю, одну секундочку, сейчас поставлю другой. Вот это вот, посмотрите пока еще там со мной, да, вот это вот всю канитель. Мы обязательно еще будем с вами более плотно обсуждать. Так вот, практика подрагивающего усилия вкупе вот с этой практикой Саньчжэн, да, она позволяет выйти за эти пределы. Она позволяет вам быть быстрее, чем человек, который работает на мышцах, мощнее, чем человек работает на мышцах, да, и так далее. И это связано не только с тем, что вы укрепляете свои сухожилия при помощи этой практики. Сухожилия, ну, по своим физиологическим, физическим свойствам, да, они гораздо больше усилия и гораздо большую нагрузку могут выносить, чем мышцы. И гораздо дольше работать, да, это понятно. И в этом смысле в идеале вообще, конечно, так сказать, увлекаться больше развитием сухожилий. Но, ребят, и этим все не ограничивается. Здесь тоже существует достаточно серьезные ограничения. И если мы все вот прям примемся заниматься своими сухожилиями, рано или поздно мы все придем к таким ограничениям, за пределы которых мы не можем выйти, если мы опираемся только на сухожилия, да. И здесь нам снова надо обращаться к чему-то еще, чтобы выйти снова за эти пределы. Вот практика Саньчжэн как раз она позволяет во многих боевых искусствах именно эти шаги сделать вперед. Есть, конечно, боевые искусства, в которых нет такой практики, в которых есть практики, похожие на эту, да. Ну, другие практики все равно они, так сказать, примерно тем же целям служат, просто несколько по-другому, да. Потому что это зависит от обстоятельств самого дела. Это очень индивидуально и ситуационно по отношению к конкретному боевому искусству, к конкретному боевому направлению. Так, одну секундочку, надо сейчас еще прочесть. Секунду. Вася Васин пишет: просто когда я слышу критику Нэйгун от спортсменов, хочется, глядя на их отжимания и приседания, сказать: ну вы дурачки, это же применимо в реальном бою. Ну да, в отличие от тех же самых отжиманий и приседаний, да, которые в реальном бою вообще ни к чему не нужны. Это просто способ нагнать некую мышечную массу в надежде на то, что она поможет. Да? Но вот в нашей боевой практике заниматься качбой какой-то волшебной — это тратить время. Все-таки лучший способ приложения нашего времени — это одновременно развивать в себе определенные качества и в то же время, в это же время, в то же самое время заниматься боевыми прикладными вещами. Да? Вот Саньчжэн нам помогает в этом как раз. Так, как помогает, мы сейчас будем говорить. Так, Вася, ну они же занимаются в лучшем случае борьбой. Для гачимучи это вполне применимо, да и для спорта тоже. Да, совершенно верно. Вот опять, Хиндай, вы правильно абсолютно пишете, что любые практики, поддерживаемые теми или иными там спортом, подспортом или боевыми искусствами, они нужны для определенных целей. И если спортсмены по спортсмену занимаются своими мышцами, им это нужно. То, что мы этим не занимаемся, ну, просто нам это не очень нужно, да, прямо скажем. Хотя, как я уже сказал, на первом этапе очень часто в хорошем боевом клубе все-таки стараются и
ваше тело привести в определенную кондицию, чтобы потом с этим телом можно было что-то делать, чтобы оно вам служило. Да? Потому что если нет основания, нет и здания над этим основанием, да, согласитесь. Так, одну секунду. Сергей пишет, лучше всегда обращаться к первоисточникам. Таковыми для боевых искусств являются индийские техники. Очень сложно их найти, разобраться с подделками. Индусы своих секретов не раскрывают, но, к сожалению, другого пути просто нет. Я его прочел, чего и вам желаю от всей души. Окей, Сергей, замечательно, что вы обращаетесь к каким-то индийским, секретным и закрытым для всех вещам. Окей, я все-таки приверженец того, чтобы идти по открытому пути, по достаточно уже известному, зарекомендовавшему себя, а не тешить себя надеждой того, что когда-нибудь мне что-нибудь секретное и волшебное откроется. Но, Сергей, у каждого свой путь. Так, Хентай пишет, Сергей, есть заниматься иными боевыми искусствами. Окей, да. И Михаил пишет, Хентай, а что такое гачи-мучи? Да, вот я тоже, кстати, не знаю. Окей. Так вот, братцы, значит, продолжаю тему того, о чем мы сейчас говорили. Когда мы говорим о развитии скоростных и силовых качеств каких-то, да, действительно, Санджем нам может в этом помочь. И те боевые искусства, в которых эта практика содержится, целиком опираются как раз на вот эту вот практику Санджем. Да? Почему? Потому что ее действительно достаточно. И мы с вами уже говорили, помните, значит, что существуют боевые искусства, в которых Тао практически четко выражают те действия, которые боец будет использовать в дальнейшем в своей спарринговой боевой практике. Да? Есть боевые искусства, в которых Тао выражает определенные принципы. И есть боевые искусства, в которых Тао вообще нет. Хоть это некоторых и удивит, и оскорбит, наверное. Да? Так вот, тем не менее, это правда. Причем традиционные китайские боевые искусства, я имею в виду. Так вот, когда мы говорим о практике Санджен и вообще о Тао Санджен, сейчас вот мы уже более узко так вот идем, Тао Санджен, например, то да, это Тао, который выражает определенные принципы. И если эти принципы вы практикуете, если эти принципы вы практикуете, занимаясь Санджен, да, то, соответственно, вы начинаете постепенно эти принципы реализовывать и в своей боевой практике. Но, естественно, чаще всего не так, как это выглядит в Тао. Так же, как если мы возьмем, например, Тао, любое Тао, ну, вот символ Тао, значит, Винчунь, например, мы берем, и трудно себе представить винчуниста, который выполняет такие же точно действия, как в этом Тао, точно такие же действия в такой же алгоритмичной последовательности, да, значит, выполняет их в своем спарринге. Ну, понятно, что это глупо даже представить, что это именно так будет. Да? То же самое у нас с Санджен. Те действия, которые там представлены, это действия, связанные с принципами, связанные с определенными двигательными программами, связанные с правильной работой диафрагмы, об этом мы обязательно сейчас поговорим, да, и так далее. Ну и с укреплением просто определенным, да, а не с тем, чтобы, значит, эта практика, вот такая Санджен, чтобы она именно стала боевой. Вообще это не так. И вы можете в этом легко убедиться, если очень хорошо попрактикуете Санджен или Санчен, а потом точно так же попытаетесь сражаться. Да? Я думаю, что вас ждет разочарование, что в принципе вполне, так сказать, вполне существенно заявляет вам о том, что практика Санджен и Санчен сама по себе еще не является прикладной. Еще раз, она закладывает определенные... Она разрабатывает в вас определенные аспекты вашей боевой практики. Да? Так вот, сейчас, если мы вернемся к теме, например, правильной работы диафрагмы, о которой я вот упомянул несколько раньше, да, то, братцы, именно когда мы начинаем заниматься санджен как найгун, то есть заниматься дыханием, заниматься правильной работой диафрагмы, да, то именно на первом этапе, не поверите, ваши мышцы начинают сами непроизвольно напрягаться. Не потому, что вы этого хотите, а потому что первоначально вы не можете запустить работу своей диафрагмы без включения других мышц.
Просто, знаете, это примерно то же самое, как ну, попробовать пошевелить мизинцем на ноге. Вот вы можете отдельно мизинцем на ноге пошевелить? Невозможно, да? Однако этому можно научиться, если вы этому уделите достаточно много внимания. Но сначала у вас будет шевелиться вся стопа, все пальцы будут сгибаться, разгибаться, а отнюдь не мизинец. Вот то же самое с вами происходит на первом этапе освоения санджен. Значит, вы пытаетесь правильно работать диафрагмой, а в итоге у вас напрягается все тело. Поэтому вот эта вот практика на первом этапе, она действительно является напряженной. И то, что она потом в некоторых боевых клубах остается изометрической и напряженной, ну, можно считать это минусом, можно считать это плюсом. Если этому клубу это нужно, если такая изометрия, если такого рода работа над мышцами, а потом уже над сухожилиями в этом клубе является важной, почему мы должны говорить, что эта практика плохая? Если она служит своим целям, это хорошая практика, рабочая, и она именно так и работает. Но продолжая тему работы диафрагмы, да, значит, на следующих этапах, когда вы более или менее разбираетесь с этой работой, с работой диафрагмы, и когда именно диафрагма у вас начинает работать, да, постепенно вам не нужно, вы практически сознательно отключаете другие мышцы, ненужные в этом, да, не участвующие в этом процессе. И таким образом санджен у вас становится более раскованным. И там, где нужна раскованность, вы работаете только диафрагмой без мышечного напряжения. Это вот то, что мы сейчас наблюдали в ряде фрагментов, там, и моих фрагментах, и чужих фрагментов, да, только что вот проходивших перед вашими глазами, еще я их запущу обязательно. Так вот, да, действительно, эта практика может быть очень раскованной. Для чего нужна такая раскованность? Ребят, невозможно заниматься подрагивающим усилием без раскованности. Либо она вообще нужна почти во всем теле, ну там условно, конечно, я это говорю, либо в отдельных его частях. Но в любом случае без этой раскованности невозможно. Это, знаете, все равно, что пытаться кнутом работать, да, но представьте себе, что кнут в какой-то момент у вас утрачивает эластичность и раскованность, а становится как дубье какое-то. Вот после этого вы не можете им работать как кнутом, вы должны им работать просто как палкой. Да? Понимаете, что утрачивается смысл самого вот этого кнута. Подрагивающие усилия по своей сути, это, ну, условно, с натяжкой можно назвать вот таким вот кнутом, что ли, я не знаю. Или тем, что вот мы называем нунчаку, там, да, ардзигун, санджигун, там, и так далее. То есть, или люсинчуй, там, например, да. То есть, такие виды оружия, которые сами по себе не являются скованными, которые имеют большое преимущество перед... перед скованными какими-то видами оружия, именно благодаря своим степеням свободы, благодаря вот этой раскованности. Вот санджен постепенно на следующих этапах при правильной работе диафрагмы, когда вы правильно работаете, да, санджен учит вас как раз использовать степени свободы своего тела. Вот чему служит эта практика. И постепенно, шаг за шагом, как раз благодаря практике санджен, вот именно такой правильной практике, вы приближаетесь к тому, чтобы использовать вот это вот подрагивающее усилие, и фактически ваша практика меняется. Она меняется по своей форме, развивается по своему содержанию, но по своей форме меняется. Вот почему я просил вас обратить внимание на шаги тех бойцов, которых мы сейчас наблюдали, да, которые выполняли сейчас санджен. Эти шаги совсем не похожи на то, что вот мы называем санджен и санчин, и тем не менее это практика санджен была. Вот понимаете, да, то есть формально эта практика меняется. По форме вы выглядите уже, может быть, несколько по-другому. Но по принципам это все та же практика санджен. Она делает вас более мощным, она делает вас более быстрым, она вынуждает работать диафрагму таким образом, чтобы... Ну, давайте сейчас вот отдельно об этом поговорю. Значит, ребят, практика нэйгун — это не волшебство, когда вы что-то там, ощущения какие-то ловите. Еще раз, ребят, кто ищет ощущений, обращайтесь к алкоголю тогда. Я, кстати, этого не поддерживаю. Все, что разрушает ваш организм, ребят, это плохо. Просто однозначно плохо. Но если вы хотите ощущений, знаете, как вот известный мем такой существует, там мужичок такой говорит: о, алкоголь — это целый мир. Так вот, ребят, кому ощущение нужно, вот добро пожаловать в этот мир. Кому нужна практика боевая, значит, не это нужно, не алкоголь, не наркотики и прочие такие вот заблуждения. Значит, и в этом смысле не в ощущениях дело, еще раз возвращаюсь к этой теме,
а в том, что при правильной постановке дела диафрагма у вас начинает работать таким образом, что сначала вы создаете, как это сказать, создаете предпосылки для того, чтобы ваше сердце начинало работать более интенсивно. Это не значит, что более быстро. Я не это имею в виду, а более мощно. Я надеюсь, вы чувствуете разницу между быстро и мощно, да, все-таки. И не смешиваете мокрое с холодным. Так вот, кровь в вашем организме начинает работать совершенно по-другому, чем в эконом-режиме, в обычном стендбае, да. И постепенно, благодаря этой практике санджен, вы учитесь направлять, управлять давлением крови в своем организме, да, и сосредотачивать его в тех участках тела, в которых вам это нужно. Вот, например, обращали внимание, что значит, некоторые бойцы в некоторых исполнениях санджен, в некоторых вариациях санджен, да, еще дополнительно бьют себя, например, в корпус, да, при этом потом выплескивание такое делают подрагивающим усилием. Да. Вот для чего вот эти вот удары, например? Это, ребят, так же, как, кстати, да, так же, как вот наблюдали, да, тоже при практике санджен, например, бойцы какие-то выполняют эту практику, а учитель ходит и колотит их там то по плечам, то по рукам, то по ногам там и так далее. Ребят, это знаете почему? Это не потому, что они там что-то неправильно делают, еще что-то. Это проверка на то, насколько этот боец регулирует давление крови в своем организме. Насколько он умеет управлять этим давлением крови. Ребят, я хорошо сейчас понимаю, что большинство сейчас скажут, что это невозможно. Ребят, серьезно? Серьезно невозможно? Когда вы режете пальчик себе, а потом он у вас начинает набухать и начинает пульсировать, вы чувствуете эту пульсацию крови, да? Вы реально считаете, что невозможно то, что происходит с вашим порезанным пальчиком? Это совершенно возможно, просто вы этим не умеете управлять. Но когда вы учитесь этим управлять, все это работает. Вот. Так вот, управление вот давлением крови создает, знаете, какую ситуацию? Опять с натяжкой, очень далекий пример вам приведу. Представьте себе шланг, обычный садовый шланг поливочный, который ничего из себя не представляет, вот такая вот кишка какая-то просто, да? А теперь вы его подключаете к крану и создаете мощное давление. Вот к пожарному гидранту, если пожарный шланг, например, прикрепить, да, обращали внимание, он становится как железный просто. Понимаете, да? Вот давление воды настолько делает, вот еще раз, шланг мягкий, эластичный, вода мягкая и эластичная. Но вот их сочетание в итоге делает просто железным вот эту вот структуру. Этот шланг становится таким под давлением, что его согнуть невозможно. Вот то же самое происходит с вашим организмом, если вы постепенно двигаетесь, ну, например, по практике санджен, да? Еще раз, это не вопрос ощущений, не вопрос того, что вы будете себе сейчас представлять, что в ваш пальчик закачалось много крови. Ребят, это фигня. Это делается совершенно по-другому, это работает, начинает работать непосредственно с места Тантхен, вот этого, ну, под диафрагмой, да. Вот. Именно поэтому вот бойцы себя сюда бьют, для того, чтобы проверить, насколько тут вот конкретно сосредоточено сейчас это давление. Да? А потом это постепенно вы учитесь разгонять по всему телу, направлять в нужные участки там тела и так далее. У нас, в частности, кстати говоря, на канале Lao Fan, на втором нашем канале, есть уроки, связанные вот с такого рода нейгон. Кому интересно, вот можете туда обратиться, там есть это все. И со всеми рассказами об этом, и демонстрацией этого всего. Так вот, когда, значит, это вот один из этапов, один из аспектов использования санджен. Но и этим еще все не ограничивается, ребят. На самом деле, при правильной практике санджен вы еще создаете прецедент биохимический в своем организме. Дело в том, что, ну, например, если обращаться к даосским практикам, все знают, да, что даосы очень сильно увлекались биохимией организма. И то, что вот сейчас называют там различными... Ребят, я иногда фигею, конечно, когда псевдодаосы разные в Ютубе там рассказывают о своих волшебных опять практиках, о своих мечтаниях, фантазерствах и ощущениях. Так вот, ребят, даосские практики далеки от ощущений, от вот этой вот всей фигни и пурги. Вот. Это вопрос биохимии в первую очередь. Так вот, самый простой биохимический процесс – это, например, кислородное голодание или кислородное отравление. Все знают, да, и то, и другое.
И в том и в другом случае голова начинает кружиться. Это биохимия. Здесь не надо фантазерства, здесь не надо ощущений, здесь не надо волшебных пасов руками для того, чтобы добиться того или другого, значит, при помощи вот таких нехитрых достаточно действий. Так вот, практика Саньчжэн при правильном дыхании, при правильной постановке дела создает прецедент для изменения психики вашей. Вот то, что я вам сказал, при отравлении, например, кислородным, да, у вас такая эйфорическое такое состояние, например, возникает, да, а при кислородном голодании, недостатке кислорода, да, голова начинает подкруживаться, наоборот, есть ощущение обратной эйфории, да, такое не очень хорошее, такое угарное, что ли, состояние, да. Это все биохимия. Так вот, эта биохимия способна и на то. Да, и, кстати, сейчас вернусь немножечко. Я сказал, что в первом случае это эйфорическое такое несколько состояние, во втором случае это несколько негативное состояние. Да? Иными словами, вы при помощи биохимии создаете прецедент для изменения своего психического состояния, для изменения своей психики. Да? То есть даже на примере простых вот таких вещей, с которыми мы сталкиваемся постоянно и можем создать себе и тот, и другой процесс ежедневно в любой момент, да, и убедиться в том, что да, действительно это влияет на нашу психику. Так вот, при помощи этих же инструментов мы можем фактически создать прецедент для изменения нашей психики в конкретный момент, в любой конкретный момент. Для изменения психики таким образом, что ваша нервная система начинает работать немножко по другим законам. Благодаря опять этой же биохимии. Все понимают, да, что такое, например, как это называется... Господи, вот русские слова иногда забываю, на болгарском могу сказать сейчас. Обезболивающее, вот, обезболивающее, да, все знают, что такое обезболивающее. Это чистая химия. Здесь опять нет ощущений, нет волшебных пасов руками, это просто чистая химия. Так вот, при помощи вот этой практики найгоновской, при помощи практики Саньчжэн вы можете создать прецедент для вот такого обезболивания, например. Да? И не надо думать, что я сейчас говорю какие-то странные вещи. Ребята, еще раз, биохимия, обычная химия на самом деле. Вот, она так работает с вашим организмом. Ваш организм целиком заточен на химию. И когда мы говорим о том, что кто-то стареет раньше кого-то, а вот кто-то там долгожитель, а кто-то еще что-то такое, ну, мы можем искать ответы, конечно, где-то в области генетики там и так далее. Ребят, на самом деле это все вопрос биохимии. Так же, как вот помните, у нас были вопросы, кто-то как-то сказал, что почему-то китайские боевые искусства не подходят европейцам, потому что китайцы маленькие. И я тут же сказал, что нет, китайцы далеко не маленькие, просто этот человек явно не видел китайцев. Значит, это просто вопрос рациона. Когда вот в настоящее время Китай развивается трындец как, и люди там кушают, дай бог. Так вот, китайцы, например, которых я наблюдаю здесь в Болгарии, они зачастую выше меня там на целую голову и шире. И после этого сказать, что китайцы маленькие, какие-то маленькая нация, ну, ребята, это смешно просто выглядит. Это против всех законов природы и антинаучно, на секундочку. Это вопрос рациона. Так вот, к чему я веду? К тому, что рацион опять биохимически действует на наш организм так, что позволяет нам, ну, нашему организму развиваться в том или ином направлении. Рацион меняет, например, рост нации, объемы, значит, как-то структуру тела, значит, и позволяет, опять же, жить дольше или коротко, но ярко. Это я все веду к тому, что вопрос биохимии отбрасывать вообще нельзя. Все знают, как легко отравиться там не очень свежей селедкой, например. Ну, допустим, я не знаю, там, еще чем-то. Я про новичок сейчас не говорю. Вот, пусть там это будет там не очень свежая селедка, да. Вот представьте себе, казалось бы, ничего особенного. Час разницы. Вот час назад вы могли эту селедку съесть, и ничего бы с вами не было, а вот через час вы уже кушаете ее и отравились. Это, ребят, чистая биохимия. И на секундочку, эта селедка, которая вас отравила, она сказывается не только на вашем организме, это угнетающе сказывается на вашей психике. В этот момент, когда вы отравлены, например, чем-то, да, вы не в состоянии нормально соображать, например. Вы не в состоянии решать какие-то серьезные задачи. Вы хотите, чтобы вас все оставили в покое и вообще не трогали даже, да, например. Вот вам изменение психики под воздействием обычной биохимии. Это я опять веду к тому, что биохимия, связанная с Нэйгун, и в частности с практикой Саньчжэн, позволяет нам менять свою психику в том числе. И причем существенно менять. Это еще один этап, это еще один плюс, который нам дает, например, эта практика. Не только это, конечно, понятно, что в этом смысле Саньчжэн не единственная практика, которая позволяет это делать.
Но мы сейчас обсуждаем именно эту практику и обсуждаем то, что она дает и в каких случаях, как она работает. Да? Это очень важный момент. Дело в том, что боевое ваше состояние вашей психики в бою, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, отличается от обычного стендбая. Если в стендбае, в обычном, вот вы едете в троллейбусе или там в собственном автомобиле, вы едете в таком состоянии, вот-вот я отключусь, да, там, например, ну, допустим, просто. Вы не участвуете в этих процессах. Вы можете там читать книжку в троллейбусе или там в метро, вы можете слушать музыку, вы можете копаться в интернете там и так далее. Ну, в общем, вы отключены реально от жизни, там, по-настоящему отключены, да. Это стендбай такой. Вот. А в бою у вас несколько другое состояние. Ну, правда, еще раз, у кого как. Есть бойцы, которые примерно в таком же стендбае и сражаются на самом деле. Есть бойцы, у которых существенно меняется их психическое состояние во время боя. Так вот, санджен позволяет вам изменить ваше психическое состояние, вашу психику изменить и заточить ее именно под боевое состояние. Найти этот наиболее оптимальный момент в своей психике и научиться им пользоваться. Это еще один из способов, еще один из аспектов применения санджен. Да? Такая история. Сейчас, одну секундочку, к этому еще вернемся. Сейчас мне надо прочесть ваши комментарии. Так, одну секунду. Секунду. Очень много я пропустил. Так. Вася Васин пишет, ну я просто имел в виду, что люди Нейгон принимают за боевую практику, что мы изучаем магические удары энергии, хотя на самом деле это для другого предназначено. Да, совершенно верно, Вася Васин, все правильно, все правильно. И то, что какие-то люди являются некомпетентными в тех областях, которые для нас являются важными, да, которые мы с вами понимаем, например, ну и что же такого, да? В конце концов, мы тоже с вами не разбираемся в двигателе внутреннего сгорания, но это нам не мешает пользоваться автомобилями, скажем, да? И в этом смысле мы полагаемся на специалистов. И, конечно, смешно, когда какие-то герои приходят, например, на этот канал и пишут какое-то нелепое мнение по поводу Нейгон, нелепое мнение по поводу санджен там, и так далее, не разбираясь в этом во всем и не доверяя нам как специалистам хотя бы, да. Ну окей, бог с ними, на самом деле сколько людей, столько мнений, бог с ними. Так... Хендай пишет, Гачимучи, японское название серии порнографических фильмов о качках. Сначала они борются, а потом сами понимаете, что происходит. Отрывки из этих фильмов, благодаря японцам, завирусились на YouTube и часто используются в юмористических и пародийных видео. Слушайте, поразительно, я об этом вообще ничего не знал, смешно достаточно. Прикольно, что вы привели этот пример несколько выше, здорово. Так, Алексей пишет, добрый день, вам тоже доброго дня, Алексей. Хентай пишет, ну и куча фразочек, из них уже давно ушли в современную поп-культуру. Поэтому часто для шуток над бодибилдерами, борцами и подобными спортсменами используют шутки про гачи-мучи. Ясно. Спасибо большое за то, что вы закрыли бреши в нашем незнании. Спасибо огромное, это интересно. Так, Вася Васин пишет, не знаю, что за ощущения эти люди ищут, но лично мне сама по себе практика боевых искусств доставляет удовольствие. Ну да, в конечном итоге именно так. Слушайте, сейчас не буду развивать эту тему, чтобы нам не уходить в сторону, хорошо? Но просто могу сказать то, что уже говорилось несколько раньше на этом канале, что вообще, когда мы получаем позитивное подкрепление собственных действий, да, мы получаем и вот это вот удовольствие, так называемое. Мы об этом уже говорили несколько раньше, ну, в других стримах. Сергей пишет, энергетические практики просто переоценены. Они не являются целью боевых искусств, как утверждает Дмитрий Черносвитов. Для бойцов они являются усилением техники, следующим этапом развития и не более того. Согласен полностью, Сергей. Вот сейчас я с вами полностью солидарен. Насчет Дмитрия Черносвитова я не уверен, я не знаю его высказывания на этот счет, но окей. Вот все остальное, со всем этим я согласен полностью. Хендай пишет, кровь являясь не ньютоновской жидкостью, способна сопротивляться быстро прикладываемому усилию, тем самым делая область, к которой она приливает, более прочной. Школьный курс физики. Да, совершенно верно, не ньютоновская жидкость, я помню очень хорошо об этом. Правда, не знал, что кровь имеет подобные свойства. Спасибо еще раз большое, это здорово. А еще движение диафрагмы усиливает поток лимфы по телу, что значительно улучшает здоровье и общее самочувствие. Совершенно верно, но опять при том, что вы выполняете это все
правильно с точки зрения физиологии, да. Для этого либо вы все-таки должны иметь соответствующее образование, там, получить медицинское там, и так далее, чтобы примерно себе представлять, как функционирует ваше тело. Либо, что гораздо проще, наверное, все-таки заниматься этими практиками под присмотром, хотя бы первое время заниматься практиками под присмотром инструкторов, да. Окей. Я, например, не могу так просто управлять кровью, но могу увеличить приток крови в конечность за счет центробежной силы. Во время удара, например, по этому некоторые представления имею. Совершенно верно, Китай. Я совершенно забыл об этом простом примере, который вы сейчас привели. Мне даже в голову это не пришло. Спасибо огромное. Вот замечательная демонстрация того, как очень легко перенаправить кровь и создать ее давление в отдельной какой-то конечности или части этой конечности. Очень хорошо сейчас вот Хентай об этом написал. Спасибо огромное. Очень хороший пример. Так, Сергей пишет, по поводу биохимии полностью с вами согласен. Спасибо большое, Сергей, спасибо. Ну вот, слава богу, мы иногда с вами солидарны и друг друга понимаем. Хендай пишет, конечность реально становится прочнее. Я так случайно кулаком выбил кирпич из кладки сарая. Потом долго пришлось выслушивать всякое. Согласен совершенно, да. То есть я надеюсь, что все имеют примерно подобный же опыт, который сейчас вот приведен, да, что когда ваша конечность или часть вашей конечности, какая-то область вашей конечности достаточно заполнена, плотно заполнена кровью, то эта конечность действительно способна выйти за пределы, за ограничения обычной стендбай физиологии нашего организма, да. Всем это понятно, я думаю, все с этим солидарны. Так вот, значит, давайте я еще раз просто кратенько сейчас возвращаюсь к теме, кратенько буквально перечислю, ну, хотя бы какие-то аспекты, которые прорабатываются при помощи саньчжэн, практики саньчжэн, да. Значит, да, я вот забыл, кстати говоря, упомянуть об укоренении еще, да. Практика саньчжэн еще на первых этапах позволяет вам еще поработать над укоренением. Укоренение, давайте кратко сейчас, чтобы не уходить в сторону. Укоренение – это такой аспект во многих боевых искусствах, где это укоренение нужно, где оно используется. Там, где не используется, там его, естественно, и нет. Да? Так вот, укоренение – это такой аспект, который позволяет вам стабилизироваться в каждую микросекунду времени. На каждом вашем шаге, в каждом вашем действии быть еще достаточно стабильным. В некоторых боевых искусствах это очень важный аспект. Там, где вот эта стабилизация очень нужна. Причем про стабилизацию, когда я говорю, это не значит, что вот как в некоторых фрагментах, например, мы наблюдаем, делается шаг в саньчжэн, и человек так раз и устаканился. Потом снова делается шаг, в это время он как бы не укоренен, да, а потом устаканился. Не об этом речь, а об укоренении в каждую секунду. Вот даже когда вы, казалось бы, зависаете, вы делаете вот этот вот шаг такой, лунообразный такой, да, потом увидим это, я еще покажу. Вот, даже в каждый такой момент вы остаетесь укорененным. Вот что позволяет делать саньчжэн, например, да. Все, чтобы не уходить в сторону, на этом остановлюсь. Дальше, что еще, чем еще, так сказать, характерен саньчжэн? Скорость действий и положенная на нее сила, да. Вы становитесь более быстрым, более реактивным, более мощным, более сильным, да? Выходите за рамки опять стендбай режима мышечного. Вот это то, что позволяет делать саньчжэн. Потом саньчжэн еще позволяет уже в боевой практике, например, работать на любом расстоянии. Как на очень большом, ну там на расстоянии вытянутой ноги, да еще с подачей дополнительной тазом, там, например, да, так и работать на очень коротком расстоянии. И вот на самом коротком расстоянии, когда мы берем сверхкороткую дистанцию, где уже даже локоть как бы не очень там как бы разворачивается, так вот, саньчжэн позволяет даже на этой сверхкороткой дистанции вам работать, ну, например, кулаком, или ребром ладони, или там основанием ладони и так далее. Да? То есть это то, что невозможно при помощи мышц, но легко реализуется при помощи подрагивающего усилия и практики саньчжэн. Этому вот вы тоже учитесь. Да? И когда я говорю об использовании этих рабочих поверхностей, я имею в виду не только атаки, но я имею в виду еще и защиты. Кстати, возвращаясь к защите, вот это вот типичное положение саньчжэн, которое обычно ассоциируется со стойкой, так называемой, или шагом, да, когда вот так вот руки у нас, ну, они там в кулаках могут быть развернутые ладони, там, например, и так далее. Это зависит уже от аспектов этой практики. Так вот, это вот типичное положение саньчжэн,
значит, оно уже само по себе принципиально является рабочим. Это очень важный момент. И, кстати, вот в уроках PyHack, которые есть на нашем канале, я как раз на первых этапах прям рекомендую использовать это положение. Почему это важно? Я сейчас кратко, я не буду далеко уходить опять от темы, но просто кратенько вот надо, наверное, высказать. Давайте я еще под это дело сейчас поставлю, тогда, секундочку, сейчас поставлю вот это вот. Вот посмотрите сейчас на то, что происходит здесь. Сейчас, секунду. Вот эта позиция, о которой я сейчас говорил, да. Ну, обычный вот это вот шаг Саньжен, который вот обычно ассоциируется с этой практикой, да. И вот такое, например, одно из положений рук, вот, например, таким может быть. Могут быть другие положения, и там позже вы увидите, когда мы будем просматривать эти фрагменты. А некоторые из вас уже их просмотрели и видели разные положения рук в том числе, да. Так вот, если даже мы возьмем вот эту вот базовую форму, которую очень часто считают нерабочей. Ребят, нерабочие считают те, кто в ней не работает. Просто. Если вы в ней поработаете, то вы убедитесь, что даже такая форма рабочая, она не является просто универсальной. Но она уже применима и вот в таком конкретно варианте. Да? Почему? Ну, потому что, вот смотрите, что у нас сейчас происходит. Руки мониторят всю область от пупка до макушки. Это все, вот это вот все пасется вашими руками, причем в 3 направлениях. Вот почему Саньжен, да, почему 3 направления битвы, да, потому что 2 фланга и фронтальную часть вы пасете при помощи своих рук. Причем при помощи простого поворота вокруг основной оси, ну, в пояснице, например, вы поворачиваетесь, или простого перемещения руки в любую из сторон. Потому что каждая из ваших рук может перемещаться на угол 180 градусов, на самом деле больше даже, там 200 там, градусов и так далее. То есть на самом деле вот такое положение рук, даже не меняя самого положения рук, просто поворачивая руку, да, вы уже способны защищать себя от прямых, круговых, боковых, любых других ударов вот в этом верхнем секторе. Да. Нижний сектор, вот при таком положении рук и ног, нижний сектор защищается обычно ногами. Как мы увидим при помощи шагов, ну, давайте я дальше вот разверну, и когда мы увидим шаги, то вы в этом убедитесь. Да? Сейчас вот я просто демонстрирую здесь более высокий и более низкий саньжен. Вот сейчас вот довольно низкий, как вы видите. Да? Сейчас я продемонстрирую разные направления тела. Вот обратите внимание, вот существует вот такое направление тела, да, когда положение корпуса таково, что вы несколько заваливаетесь вперед. Да? Это не значит, что вы висите на своем противнике, ни в коем случае. Просто в отдельных практиках, отдельных направлений боевых, да, есть вот такое положение, например, да, положение корпуса. А есть вот такое, сейчас мы увидим, например, вот такое вертикальное. А можем мы увидеть и вот такое, когда наоборот вы отваливаетесь от своего противника. Это не значит, что какое-то из этих направлений неправильное. Это не значит, что какое-то из них искаженное. Это не значит, что какое-то из них нерабочее. Каждое из таких положений служит своим собственным целям. И это зависит от конкретной практики. Мы еще позже, я надеюсь, об этом поговорим, если я только не забуду. Хорошо? Потому что сейчас надо все-таки немножко ближе там к делу двинуться. Значит, давайте я сейчас вернусь еще к перечислению того, что нам дает Саньжен, да? А потом вернемся вот к видео, которое вот сейчас вот перед вашими глазами там я остановил. Значит, работа диафрагмы, вот о которой я сейчас говорил, да, обуславливающая приток крови к нужным участкам тела, например. Работа диафрагмы, которая обуславливает такой приток кислорода к мозгу, который вызывает необходимые химические реакции, способствующие достижению и использованию особых психических состояний. Еще раз, когда я говорю о психических состояниях, это не говорит о повреждении мозга, это не говорит о какой-то патологии психической. Это для тех, кто любит на эту тему шутить. Ребят, кто шутит на тему психических патологий, когда мы говорим о боевых искусствах, у тех явно существуют проблемы с психическими патологиями. Это как Фрейд когда-то написал, да, и вот эта вот пословица «кто о чем, о вшивой и о бане», это вот Фрейд как раз об этом тоже писал, что каждый человек говорит именно о том, что, чего ему не хватает, в чем у него есть проблема. Да? И вот люди, которые неправильно сейчас поймут мои слова, я думаю, что у них проблемы именно с психикой явно наблюдаются. Так, дальше. Я уже говорил о том, что Саньжен помогает общему укреплению суставов и сухожилий.
потом вот это вот положение рук, используемое начинающими без движения, и положение ног, вот это вот, которое используется практически без движения, да, это мы сейчас отдельно поговорим. И еще вот этот вот аспект, например, о котором я говорю в начале этого стрима, о пьянсань, так называемом, это, собственно, тот же саньчжэн, только когда вы работаете с противником не фронтально, а когда он у вас, например, с периферии, там, слева, например, или справа вы работаете, да, то есть это полная реализация саньчжэн, буквально 3 направлений битвы, да. Это пьянсань. Еще раз напомню, что пьянсань это еще одно из названий Винчун Гуао, кстати говоря, потому что там используется саньчжэн в полный рост, как говорится. Да? Вот. Но это еще не все аспекты, наверное, которые можно перечислить в этой связи, но давайте пока хотя бы на этом остановимся, чтобы мы могли двинуться дальше несколько. Да, и давайте я прочту все-таки еще комментарии, а то я все упущу иначе. Так, секундочку. Вася Васин пишет, я так понял, вы также учитываете уровень адреналина в крови. Адреналин в данном случае это нежелательный фактор. Я еще раз просто напомню, что адреналин это реакция организма на опасность, на неконтролируемую опасность. Да? Это, знаете, еще это называют гормоном страха. Это, ребят, не гормон защиты, не гормон экстремальности, это гормон страха, вообще-то говоря, который заставляет ваш организм проработать очень кратко в интенсивном режиме. Но после этого организм отказывается работать вообще. Вот в этом смысле адреналин – это самое плохое, что с вами может случиться. Вот. Поэтому речь идет не об адреналине, а об изменении состояния вашей нервной системы. Об этом я говорю. То есть это не какое-то мистическое сознание, осознание и ощущение, а это изменение работы нервной системы, да, при помощи химических реакций, физико-химических реакций в нашем организме. Давайте так. Так, Хендай пишет, укоренение. Помимо, помню, в детстве была у меня книжка про волшебное славянское боевое искусство «Белый медведь». Или как-то так. Такие сказки об этом были написаны. Понятно. Ну окей. Давайте мимо сказок. Ну здорово, прикольно. Насчет укрепления тела, если посмотреть на того же Морио Хигаона, он хороший тому пример. Да, совершенно верно, согласен. Вот, кстати говоря, действительно, когда мы смотрим на санчин японский, ну вот окинавский давайте возьмем, просто как такое передаточное звено между китайским и уже совсем японским, да. Так вот, когда мы смотрим на окинавских мастеров санчин, их тело, обратили внимание, да, совершенно другое. Вот просто оно, ну как будто они с другой планеты совершенно. Такие сухие, крепкие, чрезвычайно ребята, очень мощные действия, при том, что масса тела совсем небольшая, казалось бы, и так далее, да. Вот, да, действительно, санчин вот так вот в том числе меняет тело. Ну или саньчжэн, да, если мы говорим. В том числе. Это один из способов изменить свое тело полностью. Но, ребят, опять, не во всех боевых искусствах есть цель вот так радикально изменить свое тело и подогнать его, например, под такие стандарты, как у Хигаона, например, да? Конечно, нет. Есть свои цели у каждого боевого искусства. Когда мы говорим о хайчуане, это одна ситуация. Когда мы говорим о худзунчуане, там, например, это другая ситуация. Когда мы говорим о вудзучуане, там, это третья ситуация и так далее. Есть свои цели, которые легко достигаются при помощи такой практики, как саньчжэн. Окей. Ну, давайте тогда вот сейчас продолжим просмотр, например, того, что сейчас проходит перед нашими глазами, да. Обращаем внимание, вот мы видим опять, что саньчжэн может быть очень высоким, может быть очень низким, он может быть совершенно параллельным, как мы видели, да, сейчас вернусь немножечко назад, да, он может быть совершенно параллельным, а может быть не параллельным, вот вы видите, да, под 45 градусов где-то расставлены стопы, но это все тот же саньчжэн, ребят, поверьте. Давайте дальше. Значит, сейчас вот мы видим, да, вот простые шаги, да, очень короткий шаг. В течение всего этого шага короткого на самом деле происходит процесс укоренения. Не только когда обе стопы стоят. Вот это то, что позволяет вам делать саньчжэн во время вашего действия, когда вы, казалось бы, должны зависать между небом и землей, опираясь всего на одну стопу. Даже во время этого действия как-то изменить направление вашего движения трудно вашему противнику за счет вот того укоренения, о котором мы говорим. Это достигается при помощи практики саньчжэн, да, тоже. Не мистически, не при помощи ощущения, а при помощи обычной физиологии человеческого тела это достигается, да. Окей, давайте дальше посмотрим сейчас.
Вот мы наблюдаем разные варианты санджен, да, со смещением на заднюю ногу и на переднюю ногу сейчас, да, обратили внимание. Значит, вот простые достаточно перемещения, причем с перетаптываниями даже, которые нередко случаются во время вашего боя, да. Очень узкий, обратите внимание, и очень широкий санджен, да, так же как низкий и высокий санджен. Санджен с заваливанием на заднюю стопу, обратили внимание, уже похож на пустой шаг, так называемый, да, но не является им, да. Вот. Давайте дальше посмотрим. Положение диафрагмы и положение таза. Вот обращаем внимание, что нередко даже в винчунь, который является, так сказать, ну, в определенном смысле некоторой новой итерацией, очередной итерацией хэчуань, там, например, да, мы наблюдаем, что нередко даже вот тычковые удары кулаком наносятся одновременно с выведением таза вперед таким, да. Это, ребята, тоже отголоски практики санджен. Причем не надо думать, что в винчунь, например, и пановском полностью вообще утрачена эта практика. Нет, просто там оставлены те аспекты этой практики, которые необходимы в конкретно этом вот русле, конкретно в этом винчунь, например, конкретно в этом направлении. Да? Это не значит, что кто-то что-то исказил намеренно, и теперь вот мы умные все пришли и им указали на их ошибки. Никаких ошибок, ребят, нет. Это мы глупые, когда мы осуждаем кого-то за то, что кто-то что-то делает неправильно с нашей точки зрения. Все, ребят, правильно, когда это служит своим целям. Это просто я к вопросу о выведенном вперед шастазе, да, хотел вам показать, что в том числе и такие варианты существуют, да, и это обусловливается тоже, вернее, это обусловливает определенную такую работу диафрагмой. Кстати, сейчас я, знаете, что сделаю? Наушник положу, потому что там будет еще звуковое сопровождение. В основном я это сделал все внимую, вот, но у нас, сейчас, секундочку, будет момент, когда будет кое-что слышно. И вот это вот кое-что слышно, ребят, это очень важный момент, я тогда перестану говорить, вы просто послушайте. Вот. Но на это обратите внимание. Значит, и, кстати, это видео делалось во время дождя. Ребят, когда дождя нет, вот вы услышите там шум дождя, который будет немножко фонить, конечно. Так вот, ребят, когда дождя нет, там птицы орут так страшно, что вы даже не услышали, как я дышу, например, да, поэтому я выбрал именно эту погоду. Вот эти вот покачивания, которые мы сейчас наблюдаем, да, обратили внимание, да, сейчас я вернусь назад немножечко, да, это покачивания, связанные с укоренением, так называемым, с плавающим или не плавающим тазом, да. Вот это вот плавающий таз, вот мы сейчас видим, да, вот это вот плавание такое, это нелепость. Вот. А укоренение должно быть таким, что таз перестает плавать. И не потому, что вы напрягаете какие-то мышцы, а потому что структура вашего тела и дыхания таковы, что таз перестает вот это вот ерзать как-то под вами. Да? И это добавляет, так сказать, вашего укоренения. Кстати, вот вопрос использования санджены, в том числе положение рук, да, вот именно такое, смотрите, сейчас вот на столбе я просто демонстрирую, достаточно большое давление было на столб, но когда я убираю руку, обращайте внимание, да, я не проваливаюсь при этом, и не меняется структура моего тела, там, например, да, не меняется позиция моя и так далее. Это говорит о том, что с одной стороны давление можно осуществлять, не ложась на вашего противника, например, да. Вот такая вот история, очень важная. Так. Сейчас я не знаю, вам слышно или не слышно. Сейчас. По идее, здесь где-то должен быть звук уже. Не пойму. Сейчас это у нас... Так. Почему-то я вот, например, не слышу ничего. Ребят, если вы слышите вот этот звук, напишите, пожалуйста, ладно? Потому что... это важный момент, на котором я хотел сделать отдельный акцент. Так, сейчас я еще попробую, но почему я не слышу его, не понимаю. По идее, здесь должно быть все это слышно. Сейчас увеличу сильно. Вот здесь вот тоже должно быть все слышно. Не знаю почему. Сейчас звука нет. Ну, ребят, короче говоря, я очень надеюсь, что вам все-таки слышно, в отличие от меня. Не знаю. Если не слышно, напишите, пожалуйста, что не слышно, и я попробую что-то сделать. Так. Значит, короче говоря, здесь, значит, может быть, не слышно этого звука, не знаю. Смысл такой, что при помощи определенных препятствий в носоглотке, да, вы можете создавать препятствия, соответственно, течению воздуха, да, и на выдохе сначала, а позже еще и на вдохе, да,
вы создаете благоприятные условия для такой вот нейгун работы, для такой работы диафрагмы, да, о которой мы говорили выше. Когда вы меняете психическое состояние, меняете кондицию своего тела при помощи, там, например, перекачивания крови там, к определенным участкам своего тела. Да? Это вот один из первых этапов, связан с тем, что вы создаете такую вот преграду на пути и стремитесь к определенного рода звуку. Эти звуки могут быть разными, да? Это могут быть такие близкие к астматическим, астматическому такому дыханию. Это могут быть шипящие, это могут быть достаточно гортанные или голосовые звуки и так далее. Это зависит от боевого направления и от тех препятствий, которые требуются для того или иного способа работы диафрагмы. Да? Вот в этом вся история. Так. Надеюсь, что и меня было слышно, все-таки и звук, который там должен был все-таки быть слышен, что его все-таки было слышно, да? Окей. Так, секундочку. Сергей пишет: нет, Станислав, появление адреналина в крови, естественная реакция в момент опасности, он обезболивает и придает сил. А вот умение управлять уровнем адреналина — важнейший навык бойца. Ну, именно поэтому я и сказал, что лучше без адреналина, ребята, обходиться. Это, ребята, очень плохая ситуация, которая вымораживает ваш организм очень быстро, и после этого вы никто, вы в дерево превращаетесь, в полено неподвижно. Михаил пишет: слышно. Спасибо большое, это значит, я только не слышу, почему-то у меня, видимо, наушник что-то барахлит, ну и фиг с ним. Значит, да, вот, кстати, вот сейчас вот мы наблюдаем, видите, вот это вот не набивка, это не то, что называется набивкой. Давайте вернусь немножко назад. Сейчас, секунду. Вот это вот вещи, это вещи, которые обуславливаются такой работой, как саньджен, да. И вот то, что я колочу себя и в лицо, там, где обычно у обычного человека, например, да, появляются синяки, вот ударьте сами себя под глаз, например. Это вот то, что я делаю с достаточно большого расстояния. Попробуйте ударить себя под глаз, там синяк обязательно появится, да, все это знают. Но вот у меня не появляется, например, да. И это не потому, что там волшебным образом продублена кожа, хотя это тоже. Дублить кожу надо, но не обязательно вот таким образом. Это вопрос саньджен. Это как раз вопрос той нейгун практики, о которой мы говорим. И вот дальнейшие там какие-то моменты, связанные с саньджен. Значит, сейчас одну секундочку. Я здесь уже уберу второй звук вот это вот. Угу. Окей. Так вот, значит, дальше мы увидим и, видите, и в нос, например, да, и в подбородок, и в горло. На секундочку, вы можете, вот когда я уже говорю, что приедете сюда, хотите в горло меня бейте, там, ну как бы мне ничего, да, вот, ну и так далее. Вот таким вот образом, это не набивка, ребят, это вот нейгун называется как раз. Это то, что делается при помощи вот этого дыхания, при помощи вашей диафрагмы там, и так далее, да. Ну а дальнейшее, вот то, что вы видите, это вот применение саньджен, практики саньджен, и в том числе с участием подрагивающего усилия периодически, да, мы это видим тоже. При этом мы видим, что здесь вот достаточно расковано вот тело гражданина, которого вы наблюдаете, да, вот, и нет вот этого мышечного напряжения, которое мы наблюдали несколько раньше. Вот там раньше была, помните, демонстрация такого достаточно напряженного, значит, напряженной такой нейгун практики. Ну окей, в общем, и то, и другое я вам продемонстрировал, и то, и другое это результат практики саньджен, и того, и другого вы можете добиваться, и другого, и третьего, и пятого, и десятого, вот всех аспектов, которые мы перечислили и не перечисляли еще, да. Значит, вот такая вот история у нас, в принципе, связана с саньджен. Опять, я понимаю очень хорошо, что эта практика вообще не нужна спортсменам по спортсменам. Поэтому они вполне могут написать, что там, что это за фигня такая, кому это нужно там, и так далее. Но, ребят, то, что не нужно, например, вам, нужно кому-то другому, например, да? И то, что у вас нет личного автомобиля, не говорит о том, что личный автомобиль вообще никому не нужен, да, например. Поэтому, когда мы слышим там от спортсменов по спортсменов какие-то нелепые высказывания по поводу, ну, например, этой практики саньджен или саньфин, да, то, ну, это, я думаю, проблема не саньфин и саньджен, а проблема вот этих вот околобоевых ребят, которые, собственно, не разбираются в этих практиках. Ну, окей, это не имеет значения. Вот, самое главное, что мы с вами вот посмотрели, немножечко оценили то, для чего вообще нужно саньджен. Сейчас, одну секунду. Так, секунду, я прочту еще. Сергей, да, это правда. Важный навык, позволяющий не допускать его чрезмерного повышения и действовать как человек, а не как испуганное животное. Очень хорошо, это про адреналин сейчас. Кстати, дыхание слышно. Спасибо большое. Значит, то, что я там еще
сверх этого дыхания говорил, это смешалось с этим звуком, да, наверное, и было не очень хорошо. Ну ладно, я надеюсь, что вы все равно меня услышали и поняли, пока я это все говорил и забивал собственное видео дополнительными словами. Ну окей. Сергей пишет, управление адреналином происходит за счет дыхания. Это естественный механизм. Не зря говорят, задохнулся от волнения. Этот навык управления уровнем адреналина тренируется достаточно быстро. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо за дополнительную такую информацию. Окей. Значит, братцы, ну давайте я еще вот сейчас, еще разочек поставлю сейчас. Давайте. Да, давайте тогда посмотрим еще вот то, что сейчас вот прям буквально смотрели. Я сделаю еще отдельные акценты на отдельных каких-то моментах. Значит, это вот мы с вами просматривали. Все вот это вот так. Здесь вот я уже выключил звук. Или может включить сейчас звук, да? Нет, давайте не буду я включать звук. Вы уже слышали там это дыхание, бог с ним. Давайте я немножко сейчас поговорю, для того, чтобы там не тратить время напрасно. Вот, кстати, да, вот такое вот положение. Обратите внимание, вот это вот положение уже почти пьенсань, о котором я говорил, да, то есть когда вы работаете уже по флангам. Не когда вы работаете фронтально, когда вы работаете в том же саньчжэн по флангам, да. Вот. Это то, что, например, практикуют в ГУЛАУ в том числе, да, такое же положение, но только вот вы поворачиваетесь, условно говоря, левой или правой стороной к своему противнику. Ничего особенного, как говорится, но это то, что позволяет вот еще прорабатывать дополнительно саньчжэн, да. Окей. Сейчас еще посмотрим. Так, немножечко об этом я уже говорил, сейчас чуть-чуть промотаю вперед. Так. Вот здесь вот было это дыхание, я надеюсь, вы его слышали, да? Значит, об этом я немножечко несколько слов тоже сказал. Вот такое положение тоже все практика саньчжэн, на секундочку. И если кому-то кажется, что это не так, ребят, ну, скорее всего, вы ошибаетесь, а не практика саньчжэн, да? Вот. Дальше, сейчас, вот хотел показать. Сейчас, одну секундочку. Вот, например. Вот такая вот ситуация. Вот посмотрите, это тоже вот все выполняется на звуке. Мы видим, что здесь вот как раз типичная изометрия, да, которую мы видели, например, вот недавно в Годюрю такой фрагментик был, да, но здесь немножко по-другому это было выполнено. Вот, кстати, то же самое, та же самая изометрия, только на секундочку, это уже не атакующие, а защитные такие действия, да, но это все равно изометрические такие же упражнения, по сути, да. Мы их часто тоже видим в саньчжэн. Это я хотел продемонстрировать, да, вот один из аспектов, о которых мы говорили выше. Что вот она, эта изометрия, вот таким образом ставится база для дальнейшей практики саньчжэн. И очень жалко клубы и бойцов, которые останавливаются исключительно вот на этой практике. Потому что, конечно, вот такого рода практика, она еще очень далека от прикладного смысла какого-то, от боя буквально, да. И вот работая таким образом, как вот было показано в этой изометрии, да, мы, конечно, не приближаемся к боевому какому-то аспекту, вот, но это не значит, что саньчжэн плох или он не работает. Он работает. Просто надо делать дальше шаги. И, собственно, выкачивать из этой практики все, что можно из нее выкачать, да. Вот. И дальше вот мы видим уже более свободную работу, в том числе с подрагивающим усилием, а иногда и без него. Вот мы видим, как сейчас, да, это тоже вот такая же сплошная изометрия, но которая позволяет уже работать диафрагмой, начинает, значит, нас подготавливать к тому, как эта диафрагма будет влиять на наш организм, на наше тело там, и так далее. Ну, вот это вот такие вот упражнения, да. Так, чуть-чуть сейчас еще промотаю вперед. Ну вот здесь вот уже немножечко подрагивающую... Уже дальше пошел. Ну ладно. Там чуть-чуть было подрагивающего усилия уже, да. Было показано, как это работает, исходя из этой практики саньчжэн. Ну и вот в более свободной практике мы видим то же самое, периодически использование этого подрагивающего усилия, которое делает наши действия быстрее, мощнее там, и так далее, а нас менее чувствительными и к боли, и к каким-то там еще таким негативным моментам там, и так далее. Да? При этом наша психика не проваливается в тоннельное вот это состояние, свойственное людям, которые пугаются, да? А наоборот, при помощи вот этой вот практики, этих биохимических реакций, мы наоборот получаем возможность еще лучше мониторить все, что происходит вокруг нас, да. Ну так вот. Так, давайте я еще немножечко промотаю, это мы тоже видели. Сейчас посмотрим, что там. Ну вот опять, да, уже такое более свободное использование саньчжэн. Опять мы увидим периодически использование подрагивающего усилия и того, как саньчжэн вообще влияет уже на прикладную боевую практику, да. Вот это вот то, что
уже может использоваться в бою. Как видите, вот такого рода работа на самом деле, ну посмотрите, она принципиально мало чем отличается от изначальной практики Саньчжэн, такой, ну, первых этапов, или там от Тао Саньчжэн, да. Ну, видите, что в принципе это одно и то же. Немножечко более разнообразные предметы мы повесили на эти же действия, на эти же принципы. И вот и все. И в этом смысле, конечно, да, практика Санчин и практика Саньчжэн и работает. И, как мы видим, работает в самых разных направлениях, дает нам совершенно разные и нужные нам результаты. Те результаты позволяют добиваться тех результатов и тех целей, которые мы перед собой ставим, или которые ставятся нашим боевым искусством, например, да. И здесь однозначно мы можем вынести вердикт, да, Саньчжэн работает в полный рост. Окей. Надеюсь, что этот стрим вполне ответил на все эти вопросы. Теперь, братцы, следующий этап. Давайте мы поговорим о семинаре. Значит, когда я опубликовал опрос, связанный с будущим семинаром, еще раз напомню, мы в этом году его планируем на 14 августа, на середину месяца. 14 августа, просто это уже, по-моему, суббота, да, то есть если вы там в отпуск выходите, например, на неделю, то у вас получается 2 субботы, 2 воскресенья, целая неделя, да. То есть, в принципе, достаточно много времени вы можете провести на семинаре, поэтому и выбрана эта дата. Вот. Но желательно, конечно, если у вас есть возможность, желательно заезд осуществить несколько раньше. Если вы в пятницу прилетите, там, например, наверное, это будет еще удобнее. Вот, потому что с субботы как раз хотелось бы начать уже всю семинарскую деятельность. Значит, в принципе, к этому времени, я надеюсь, уже все рассосется. Ну, границы Болгарии вообще открыты уже. То есть, в принципе, Болгария выдает визы желающим. Другое дело, что некоторые страны искусственно не дают людям вылетать за пределы собственной страны, да, это такой аналог железного занавеса. Ну, как говорится, не мы это решаем с вами. Ну, надеюсь, что к 14 августа это все откроется. Значит, все границы будут открыты, и кто сюда захочет прилететь, прилетит. На самом деле, сейчас уже, я напоминаю, можно и приехать, и прилететь в Болгарию на перекладных. Есть чартерные рейсы, которые позволяют, и эти чартерные рейсы останутся и на 14 августа, я уверен. Есть чартерные рейсы, которые позволяют, или прямые рейсы, которые с пересадкой позволяют прилететь в Болгарию. Это можно сделать через Стамбул, через Турцию, это можно сделать через Кишинев, это можно сделать через Бухарест, это можно сделать через Берлин даже и так далее. То есть, в общем, кривые маршруты существуют, и они не очень существенно по цене отличаются от прямых маршрутов. Поэтому можно сюда попасть. Также точно можно сюда попасть наземным транспортом, значит, при помощи каких-то автобусов и трансферов таких частных, да, например, из Украины достаточно много таких трансферов в Болгарию и обратно существует. Есть люди, которые ездят из Москвы, из Питера сюда в Болгарию. Так что приехать сюда, в принципе, можно даже на перекладных, у кого есть для этого возможность, время и деньги. Кстати, пользование такими трансферами занимает больше времени, но потратите вы меньшую сумму на перемещение. Для тех, кто ограничен немножечко в финансах. Да? Так, секундочку, прочту комментарии. Секундочку. Так, я вспомнил один вопрос, который уже давно меня мучает и немного перекликается с темой видео. Если бы человек мог бы бесконечно увеличивать скорость, физическую силу и прочность, возникли бы боевые искусства? Я думаю, что нет, потому что тема боевых искусств именно такова. Это необходимость побеждать независимо от обстоятельств, кондиции и количества ваших противников. Поэтому я думаю, если бы мы бесконечно могли наращивать свои какие-то физические навыки, то боевые искусства, наверное, бы и не возникли, да? Я думаю, что так. И идея боевых искусств и вообще оружия, любого оружия, возникает там, где вы не можете чего-то сделать при помощи как раз каких-то физических своих свойств. Когда противник ваш мощнее, сильнее или противников больше, ну, наверное, неплохо бы иметь огнестрел при себе, правда? Отсюда и возникает тема оружия, например. Или в нашем случае боевых искусств. Окей. Так, Сергей пишет: спасибо за содержательный стрим и актуальную информацию. И вам спасибо большое, Сергей, за участие. Спасибо за ваши комментарии. Хентай пишет: я предполагаю, что боевые искусства во многом возникли потому, что человек как раз такого не может. Но сомневаюсь. Стрим был интересен, спасибо. И вам большое спасибо. И я продолжу сейчас о семинаре.
Значит, опять, кому интересно, просто задавались вопросы как раз в опроснике, который я выпускал, да, значит, там кто-то, часть людей, значит, проголосовал за то, чтобы узнать побольше о стриме, о семинаре предстоящем. Так вот, я сказал уже о дате, о том, как можно сюда добираться, будут прямые рейсы, я думаю, все-таки надеюсь на это и так далее. Теперь, значит, по поводу вообще участия в этом семинаре и того, что будет на этом семинаре. Что будет на этом семинаре, я говорил уже неоднократно. Мы будем рассматривать очень много вопросов. В первую очередь, ребят, не тех вопросов, которые мне интересны, а в первую очередь тех вопросов, которые в вашей практике возникают. Да? Поэтому вы смело можете сюда ехать со своими проблемами, со своими вопросами. И именно их в первую очередь мы и будем рассматривать. Да? Вот, значит, но если все приедут без вопросов, такое чудо произошло, и все приехали офигеть какими мастерами, и просто нужно что-то домастерить, да, то тогда, поверьте мне, есть у меня очень много тем для этого семинара, и эти темы я уже озвучивал. Мы будем работать против вооруженного противника, против ножа, мы поработаем в Нейгун, мы поработаем для тех, кто приедет попрактиковать сюда Лао Фэн Шуань, мы поработаем в Лао Фэн. Те, кто приедет попрактиковать Байхэ, обязательно будет работа, естественно, в Байхэ. Значит, те, кто приедет, значит, попрактиковать там Инджао, будет работа в Инджао там и так далее. Ну, каждый здесь найдет свое, не переживайте на этот счет. Мы будем решать очень много боевых задач. Перед вами будут ставиться реальные задачи, которые вам придется решать, а потом, ну, вернее, я вам буду помогать решать эти, значит, проблемы, эти задачи. Мы обязательно обратимся к ценам. Это просто норма вообще для подобного рода вещей. Мы поговорим не поговорим, вернее, а попрактикуем в том числе укрепление рабочих поверхностей, ну и так далее, и так далее. На самом деле все эти вопросы вот уже озвучивались. Это наиболее важные аспекты, значит, нашей боевой практики. Значит, кроме этого, я еще намерен на этом семинаре снять достаточно много материала для видео этого канала, и будет отчет сделан по этому семинару, и будут сделаны какие-то специальные видео, и в том числе на основании вот тех съемок, которые здесь вот на семинаре пройдут, будут сделаны в том числе и какие-то уроки. Вернее, эти видеоматериалы будут использованы еще как дополнение к каким-то видеоурокам на нашем канале и на другом нашем канале Лаофан. Да? Так что программа семинара достаточно большая и, надеюсь, полезная. Да? У вас будет возможность еще потом, значит, это еще и на видео на нашем канале в том числе увидеть, да, дополнительно. Вот, значит, теперь по поводу цены. Цена остается прежней, не стал я ее менять, несмотря на все инфляционные там какие-то моменты. Значит, цена будет такая же, как и в позапрошлом году. В прошлом году у нас обломился стрим из-за ковида. Вот, значит, цена 25 евро один тренировочный день. Не очень большая цена, согласитесь. Вот, потому что, ну, опять, этот проект не такой коммерческий, как говорится, все для вас. Значит, планируется семинар этот на 10 дней, но это не значит, что вы должны приезжать исключительно, если в вашем запасе существует 10 дней. Приедете на 3 дня, ребят, очень хорошо. Вы уедете с запасом этих 3 дней, с тем, что вы вычерпаете из этого семинара. Приедете на 5 дней, значит, с 5 днями вы уедете. Приедете на 10, очень хорошо уедете с 10 днями этой практики. Да? Теперь по поводу размещения. Значит, размещение я вам уже говорил, я его гарантирую, все будет хорошо, вы будете размещены. Плохо ли, хорошо ли, но, ребят, это будет не сарай, вы не будете жить в палатке какой-нибудь, все будет хорошо. Само это размещение, будет ли оно платным? Ребят, если вы остановитесь в гостинице, ну, конечно, оно будет платным по гостиничным ценам вполне, да. Вот. И если вы не в гостинице, а в частном секторе вы будете останавливаться, условия будут, конечно, не гостиничные, попроще, вот, но и оплата сама по себе будет попроще. Ребят, поверьте, она будет маленькая, не будет там проблемы никакой. Вот, значит, теперь по поводу, значит, каких-то, да, по поводу того, что с собой брать на семинар, да, ну, помимо того, что какая-то одежда для тренировки, желательно пару-тройку смен, да, потому что, ну, ребят, вы потеть будете, вам не придется сидеть, как в концертном зале, вы будете потеть, вот, поэтому какую-то смену какую-то надо иметь, да, штаны, там, футболки какие-то, там, еще что-то такое обязательно, да. Ребят, обязательно постриженные ногти. Берите с собой что-то для стрижки ногтей тоже, потому что, ну, то, что вы кого-то отцарапаете, это не очень хорошо, согласитесь, ну, просто нехорошо. А то, что вы сломаете ноготь, как это делают женщины, вообще никуда не годится, да. Поэтому, значит, ногти обязательно пострижены, волосы пострижены так, как вам это нравится, как вам хочется, там, и так далее, это ваше личное дело. Но вот ногти обязательно.
Вот, значит, имейте с собой, если вы хотите еще здесь как-то по окрестностям побродить, походить и так далее, да, ну, плавки с собой возьмите, полотенчик какой-то возьмите, вытираться там после купания, например. Здесь замечательное водохранилище, где можно поплавать, покупаться, даже понырять, да. Вот, значит, что еще? Леса, горы. Кому интересен вот этот аспект, да, вот опять, значит, не забывайте с собой взять соответствующую одежду. Одежда для таких путешествий в леса и горы, ребята, обязательно. Я уже говорил об этом, еще раз, закрытая обувь обязательно. Значит, штаны в пол обязательно, не шорты, а именно штаны в пол. Несмотря на то, что вам будет жарко, но это тоже обязательное условие. У нас не было пока инцидентов никаких, никого не кусали какие-нибудь отравленные змеи, ядовитые змеи, или никого не кусали клещи, там вот эти вот какие-то, никто с энцефалитом отсюда не уезжал, но, значит, предупрежден, значит вооружен, да, береженного Бог бережет. Поэтому вот эти вот то, о чем я сейчас говорю, это, ребята, обязательные условия. Вот, потому что я бы не хотел, чтобы вы пострадали вот как первый случайный такая жертва вот этого всего. Хотя здесь, в принципе, как я уже говорил, таких случаев не было, но тем не менее это нужно. Даже в средней зоне, там какой-то климатической, да, когда вы идете в лес, там по грибы, например, вы тоже одеваетесь определенным образом для того, чтобы лишний раз там от чего-то не пострадать, да. Вот, здесь тоже это важно. Теперь обязательно головной убор, если опять вы хотите куда-то гулять. Там, это может быть бандана, это может быть там кепка какая-то, панама, что угодно, но обязательно его возьмите, потому что здесь печет солнце не по-детски совсем, почти экватор в этом смысле. Вот. Если, конечно, погода не расквасится как-то, но в принципе здесь жара такая бывает, что там 30 в тени, и в общем это... На солнце, это, сами понимаете, какая температура, можно яйца прям жарить на камнях, поэтому я бы не хотел, чтобы то же самое случилось с вашим мозгом, например, да, значит, кепочку обязательно какую-то. Вот. Все остальное на ваше усмотрение. Опять, желательно, ребят, постельное белье какое-то взять, если вы не хотите просто там, ну, ребят, возьмите постельное белье, возьмите этот, как его, спальник, у кого спальники компактные есть какие-то, да, возьмите, будете в спальнике спать. Какая-то постель будет, что-то еще будет, но я не уверен, что вам дадут еще и постельное белье там какое-то и так далее, если вы опять не в гостинице, да. Вот. Кто хочет жить по-барски, те в гостинице могут остановиться, у вас все будет, конечно, вот, но это будет соответствующих денег стоить опять, да, все это понятно. Какие деньги, кстати, за отели какие-то или за кемпинги, да, это что-то, начиная от 50 лева, ну, то есть 25 евро, например, в сутки, да, такое пребывание в отелях может быть, ну, и выше, в зависимости от ваших аппетитов и того места, где вы конкретно остановитесь, да. А те места, о которых я говорю, если здесь в округе, просто в частном секторе вы остановитесь, ну, какие-то цены будут явно совершенно не такие, не такого плана, там будут дешевые достаточно цены. Может быть, вообще вы заплатите только за коммуналку, за какую-то, и все. Сколько нальете, нажжете, столько, может быть, и заплатите. Так что это не те цены, о которых вот мы говорим. Но и условия, опять, не гостиничные, а более спартанские, да? Окей. Значит, можно ли приезжать сюда с детьми, с женой там, и так далее? Ну, если хотите, приезжайте. Другое дело, что вы будете на расстоянии 90 километров от моря, вот, а дети и жены обычно очень любят море в Болгарии, хотя здесь масса других достоинств, конечно, но обычно почему-то воспринимают Болгарию как морскую державу исключительно. Вот, и поэтому, не знаю, будет ли это, так сказать, соответствовать ожиданиям вашей второй половины и ваших детей. Но, в принципе, как говорится, существенных ограничений нет. Если хотите, пожалуйста, с детьми и с женой можете приехать сюда. Вот. Можно ли отсюда доезжать до моря? Конечно, можно. Особенно, если вы возьмете рент-а-кар, если возьмете под найм машину, совершенно спокойно вы можете хоть каждый день ездить на море и обратно. Просто это утомительно, конечно, будет и занимать какое-то время, но ради бога, как говорится, все в ваших силах. Вот, значит, каждая тренировка, каждый день на этом семинаре будет вестись, наверное, в течение 3-4 часов. Вот, может быть больше, может быть меньше, это будет зависеть от того, как вы, собственно говоря, будете это все выдерживать, как у нас это будет складываться там и так далее. То есть, если мы увидим, что в этом нет смысла, мы сократим, значит, время каждой тренировки. Если мы увидим, что в этом есть смысл, мы увеличим время тренировки, да, то есть в этом смысле я открыт совершенно. Вот. Теперь, что
Что еще? Ну, мне кажется, вот основные аспекты какие-то я уже описал. Да, для тренировки еще, ребят, кто хочет, значит, берите какую-то обувь, желательно мягкую обувь, чтобы все-таки не сильно травмировать там неподготовленную кожу ваших партнеров по тренировкам, по семинару, да. Вот, значит, кто хочет, может босиком заниматься. Ребят, если у вас нет каких-то подошвенных бородавок там и еще что-то такое, занимайтесь босиком, пожалуйста. Если такая проблема есть, или если вы боитесь такой проблемы, то лучше пользоваться, конечно, какой-то обувью, значит, легкой, мягкой там и так далее. Вот, значит, теперь заниматься мы с вами будем, не надо переживать, мы будем заниматься на открытом воздухе, но под навесом. Так что дожди или там снега и бури какие-то вам не грозят. В этом смысле все в порядке. Еще из достоинств этого семинара, и вернее окружения этого семинара, то, что вы будете находиться в исключительно экологически чистой зоне, вы будете дышать чистым воздухом, кушать чистые продукты. Здесь, кстати, да, здесь есть магазины, здесь есть паб такой, ну, как это, пивная, что ли, такая местная. Пивная не в смысле там грязь и пьяные люди валяются, а в смысле очень. Здесь культура винопития или пивопития очень хорошая такая, очень позитивная. Здесь очень позитивные люди, не пьяные, не валяющиеся, очень мирно беседующие. Вот, так что здесь стрёма какого-то не будет, все будет очень хорошо. Вот, кому это интересно, можете в том числе посетить вот кофейню, Берарию вот эту местную там и так далее. Окей. Ну вот, я думаю, что об основных каких-то моментах, связанных с семинаром, я уже рассказал. Сколько приедет людей, столько приедет. Как я уже говорил, если приедет 20 человек, все 20 разместим, и все мы будем тренироваться. Если приедет один человек, все равно одного человека разместим, и один человек, для одного человека у нас будет семинар. Никакой проблемы вообще в этом нет, да? Значит, просто кто хочет, приезжайте, пожалуйста. Значит, по поводу виз, каких-то и так далее, ребят, все очень просто. Как я уже сказал, Болгария сейчас выдает любым странам визы, значит, сюда, в Болгарию, вы их легко можете получить. Обычно туристическая виза С, на 30 дней вы ее получаете. Пробудьте здесь эти 10 дней, или хотите все 30 дней здесь пробудьте. Хотите 10 дней проведите здесь, 20 на побережье, там, например, если ваш отпуск это позволяет и так далее. Это все зависит от вашего кармана, от ваших аппетитов и от ваших пожеланий. Да? Здесь нет никакой сложности опять. Вот, значит, теперь, да, и по поводу виз. Значит, смотрите, как правило, виза, естественно, выдается на основании забронированного номера, да, какого-то где-то в гостинице там и так далее. Хотите, бронируйте, если вы с семьей, например, сюда летите и бронируете для семьи номер на побережье и для детей, да, и семью с детьми вы там оставляете, а сами сюда приезжаете, ну и все хорошо, вы все равно получаете визу, потому что вы уже забронировали такой номер, да. Вот, если вам не нужен этот номер, если не нужно там бронирование, а виза все равно нужна, на основании чего-то нужно получить эту визу, давайте в личной переписке я отвечу, как это очень легко делать. Просто это не информация для, для общественного такого использования, хотя все об этом знают, но это не то, что надо пропагандировать, да. Окей. Так что, значит, братцы, кому интересен этот семинар, приезжайте, пожалуйста, будем рассматривать все вот эти вот. Да, и кому, кстати, интересен Винчун Гулао тоже, пожалуйста, приезжайте, в том числе мы будем практиковать с вами Винчун Гулао. На самом деле, ребят, как я уже говорил, нет никакой проблемы в том, что приедут бойцы разных направлений и будут в своем направлении делать то, что мы будем делать на семинаре. Да? Нет ничего сложного в этом. Поверьте, вы уедете с багажом необходимых знаний и умений. Да? Окей. Ну все, большое спасибо за участие в этом стриме. Я надеюсь, что я ответил на большинство вопросов, которые здесь возникали. У нас очень много сейчас тем и информации, и фрагментов различных для будущих стримов. Но, братцы, это не значит, что не надо писать там и так далее. Ребят, если есть какие-то интересные темы для целого стрима, если есть что обсудить, пожалуйста, пишите в любом формате. Все ссылки внизу, можно со мной связаться через Telegram, через Facebook, через электронную почту, через комментарии на этом канале и так далее. В общем, любым способом со мной можно связаться и все, что угодно предложить, в общем-то, для этого канала, да, в качестве темы, которая вас интересует. Как всегда, не забываем,
Подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Не забывайте переходить на плейлисты этого канала, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. Не забывайте переходить на второй наш канал WoW-Fun. Он не менее интересен, он просто расширяет некоторые темы, которые мы здесь рассматриваем. Вот. Ну и я вам желаю хороших тренировок. Счастливо.